Ребят, давайте проверим звук. Всем привет. Если есть звук, напишите в чат, пожалуйста. Или плюсаните что-нибудь. Сейчас подтвердят, что звук в порядке. И можем начинать. Все, подтвердили. Спасибо большое. Отлично. Так, сейчас давайте Месса подключим. Ну, во-первых, всем привет. Да, сегодня мы с вами посмотрим на рынок. Наконец-то, я думаю, что МС нам покажет сегодня свои методики работы с Fibonacci, некоторые, которые успеем посмотреть. Разберем рынок, послушаем ваши вопросы, так что готовьте их по альтам, наверное, в первую очередь, да, многим интересно послушать мнение МСа. Вот, также скажу свое мнение по рынку, ну, в целом, вот такая вот программа на сегодня. Давайте подключимся сразу сейчас, мы все вместе. Так, секунду. Так, МС, скажите что-нибудь, чтобы вас было слышно. Что-нибудь я Ага, тут. я думаю, что вас должно быть слышно. Вроде бы все уже в эфире. Так, ну что, давайте я в этот раз вам сразу слово дам. Не-не-не, Не давайте хотите? сначала. У нас написано было сначала биткоин, Потом альткоины? Потом потом альткоины. альсезон, потом Фибоначчи, потом точка выхода. Ой, входа. Как выхода? Сначала зайти надо, чтобы Да, выйти. будем искать точку G Да, на да. рынке. Ребят, пролайкайте, пожалуйста, трансляцию. Все, кто смотрит, сейчас немного людей пока собралось. А те, кто подсоединятся потом, тоже прошу вас сразу же поставить лайки. Вот, для того, чтобы мы могли... YouTube нас подхватил. Вот. Если кто-то только-только присоединился к нам в первый раз, то рекомендую подписаться, поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну и все ссылочки на гостя и на его ресурсы есть в описании к этому видео. Также можете посмотреть и подписаться на эти ресурсы. Ну и телеграм-канал тоже есть. Ссылочка и в описании к этому видео тоже. Также на QR-код можно навести и подписаться на телеграм-канал. В чате мы вместе с гостем всегда присутствуем. Так, ну давайте тогда я через Zoom буду стримить, чтобы вам было видно. Сейчас я расшарю. Расшарю Zoom. Так, а почему у меня OBS просит? А где? А, вот. Должно быть видно. Да, у меня все видно. Сейчас я посмотрю, чтобы у ребят было видно тоже. Мгм. Вот так должно быть видно у ребят. Так, ну что? Что касается биткоина, давайте начнем сразу с него. Мне кажется, у них не видно. Видно, должно быть. У меня в Zoom показывает, что видно. Сейчас обновится картиночка. Ага, видно. Видно, видно. Она просто немножко задержка идет. Ну чего, по биткоину. Значит, ну, во-первых, у нас сейчас очень интересный момент, очень важный, наверное, в этом цикле, за которым нам стоит наблюдать. Свое мнение я говорил уже, присылал даже некоторые текстовые там обзоры по этому поводу. Оно в целом не изменилось. Есть ключевые моменты, за которыми сейчас стоит наблюдать. Биткоин немножко после последнего скачка вчера буквально чуть-чуть скорректировался, но все равно пока еще держит локально попытку восстановиться. Ключевыми зонами для восстановления у него сейчас, в ближайшие дни как минимум, выступает, соответственно, в сопротивлении это 90-92. Если ему удается пройти эту отметку, мы увидим, соответственно, поход чуть-чуть повыше. Вот я сейчас начну сразу, наверное, с 6-часового таймфрейма, чтобы было видно. Тут более наглядно, а потом покажу дневку. Сейчас пусть прогрузится. Вот. На 6 часах у него сейчас начало ликвидности основной начинается, вот прямо мы в нее фактически уперлись. Если удастся толкнуться чуть-чуть повыше, внутри,
есть вот такая серая зона, это алгоритм Smart Money нам ее подрисовывает, и в сопротивлении трендовая, она уже давно нарисована. Вот эта зона 91-93. Вот наиболее важная сейчас для биткоина. Оттуда, скорее всего, с первого раза проскочить ее вряд ли удастся. Поэтому, когда я оценивал возможные вероятные движения цены и, вернее, не рекомендованные, а рассматриваемые мной сетапы, я говорю о том, что от этого уровня можно будет смотреть на продажи, потому что 91, 90, 93, вот эти зоны, там могут быть локальные трейды на 87 на откат. Если нам сейчас не удастся пройти через эту зону, это тоже нужно понимать, то здесь потенциальное развитие медвежьего сценария, который может нас опустить ниже, в том числе и в зону 80 обратно. На 6 часах ближайшей поддержкой, если не удастся прорваться, выступит 86-85. Это зона справедливой цены. Соответственно, если посмотреть на дневной таймфрейм в этой же истории, то у нас очень четко линия трендовая, которая была нарисована вот таким вот образом, она выступает как раз-таки в зоне справедливой цены. И это также отметка 93. Ну, то есть нижняя граница 92, верхняя граница 93, там с копейками. Вот если нам удастся прорваться, сценарий становится бычьим. Здесь у нас потенциал ухода в зону 100, где будет самое большое сопротивление 98-100, да, глобально. И следующее у нас идет уже 103-106, ну, туда еще пока рано оценивать. Если посмотреть на недельный таймфрейм, у нас только первая свеча. Фактически рынок находится в ожидании, в неопределенности, поскольку только-только начали по чуть-чуть восстанавливаться потоки VTF в целом, да, но еще буквально там неделю назад краткосрочные держатели фиксировали убытки, у нас шел отток из ETF достаточно хороший, да, мы видели все начало марта, там, до середины марта у нас шел колоссальный отток. В целом сейчас, ну, скажем так, степень к риску со стороны трейдеров, она остается не очень высокой. То есть желание рисковать. Потому что сейчас в первую очередь геополитические различные веяния, они играют ключевую роль. Во-первых, история, связанная с тарифами Трампа, которые гоняются то в одну сторону, то в другую. То он их вводит, то он их отменяет. Это влияет, естественно, на глобальный рынок фондовый. Ну, а мы, как часть этого рынка, сейчас, конечно, в любом случае на него смотрим. У нас на этой неделе ключевой момент, за которым наблюдают сейчас, это ВВП за четвертый квартал. Пока что в прогнозе оно остается таким же. Единственное, чуть-чуть может, вернее, прогнозируется чуть-чуть увеличение числа заявок на пособие по безработице. У нас осталась без изменения ставка последний раз. И сейчас следующее снижение, пока что, у нас намекается, что у нас в июне, вернее, мы увидим, значит, снижение на 25 базисных пунктов. Это может произойти. Если это произойдет, конечно, это хорошо повлияет на рынок. То есть с этого момента, с июня, мы можем увидеть некоторый забег до осени. Потому что следующее повышение, второе, которое закладывается фидвотчем, оно у нас намечено на, соответственно, уже сентябрь. Произойдет или нет, изменятся ли показатели, вопрос. Меняется часто ситуация на рынке. Опять-таки, в первую очередь сейчас следят инвесторы за тем, как будет вести себя президент США, потому что это, как я уже сказал, влияет на многие факторы и на цепочки поставок, и в целом на экономику. Но последние заявления от них, которые проходили, это что экономика в порядке. Пока, значит, аналитики не ожидают каких-то рецессионных веяний на эту экономику, но опасаются того, что тарифы могут негативно сказаться на инфляции. Ну, соответственно, поскольку Федеральная резервная система сейчас борется именно с инфляционными показателями, это сейчас является основным риском. В целом, наверное, вот глобально я ожидаю, что нас будут держать какой-то период времени вот в таком вот состоянии непонятном. Возможно, с попыткой прорыва, потом с отскоком назад. И отскок, кстати, сейчас я посмотрю, где у меня это было. Где-то у меня это было. Также есть вариант, что нас на 200-ю простую откатят. Это тоже сохраняется в медвежьих ожиданиях. Ну, соответственно, прорыв 85 может нас отправить ниже. Она находится в зоне 72, по-моему, если не ошибаюсь. Где-то я ее обозначал, но не помню. Не могу найти. Где она? Вот она. Она находится у нас
Если это она, да, в районе 71. То есть такое развитие событий тоже может быть, если прямо зона справедливой цены окажется достаточно серьезной с точки зрения прохода. Инвесторы не будут верить в то, что резервы, о которых обещал президент, сейчас тоже это одно из таких наблюдаемых условий для того, чтобы рынок начал восстанавливаться. Это именно тот резерв, о котором давным-давно говорит президент США. Если этот резерв будет, и не просто будет с точки зрения нормативной какой-то базы, а будет в реальности осуществляться, вот тогда мы можем увидеть попытку прорыва. Но до конца года потенциал к тому, чтобы мы все-таки, я уже об этом говорил и продолжаю ожидать эту историю, потрогали 1.618, потенциал такой есть в зоне 120. Я думаю, что это может произойти чуть-чуть погодя. Я уже показывал этот паттерн. Я знаю, МС сейчас скажет, что он не работает опять, еще очередной раз. Но самое, что интересное, может быть, он и не работает, но пока что с последнего раза, мы смотрели его 6 марта, с последнего раза, он как-то удивительным образом работает. Это, конечно, не паттерн, это такой история, на которую не стоит отталкиваться в прямом виде. Но посмотрите, как похоже. Это фрактал, который был взят с предшествующего периода. Вот отсюда. И он как-то странно 6 марта прям точно себя проявил. То есть, если это будет происходить, то можно предположить, опять-таки, это больше похоже на гадание на кофейной гуще, сколько очень далеко, то можно предположить, что именно с июня, с июля, как раз при изменении ситуации с ставками, да, процентными ставками, у нас может быть забег до конца года, где мы можем увидеть все-таки перехай и зону от 112 до, соответственно, 120. Потенциал такой сохраняется. Вот это если глобально. А если локально, ну, локально я уже говорил об этом. Они каждый день ситуация меняется. Если краткосрочно, то сегодня, например, ну, это было, соответственно, в районе 86-87 можно было откупаться с условием, что откатимся в 90-92 и оттуда шорты. Ну, соответственно, второй вариант, что нас могли потащить чуть пониже, 83-84, и попробовать дотянуться обратно 88-90. Но опять это такая история, за которой нужно наблюдать в течение дня, в течение нескольких дней. Вот так. Пока не видел локальных трейдов, пока тестируем только автоматизацию. Вроде бы, я сейчас не знаю, смогу ли я ее показать. Попробую. Мне надо, сейчас, секундочку. Попробую ее показать. У нас сейчас... Как бы мне это сделать? Вот так, наверное. Не знаю, сейчас МС у вас будет видно, не будет, что изменился экран. У меня только мышка влево-вправо. Я сижу как кот, за Сейчас, ней наблюдаю. еще раз, сейчас я сделаю. Сейчас я сделаю вот так. Попытаюсь найти у вас. Странно, почему вас не видно? Десктоп 1, десктоп 2. Не знаю, как это сделать. Вот, все, нашел. Я сейчас с вами поделюсь. Вот так. У вас должно быть Угу. видно. Да, видно. Экран чуть поменялся. Да, мы сейчас просто тестируем локально эту историю. То есть из того, что я говорю, оно у нас тестируется сейчас и локально. То есть мы сейчас отслеживаем, но вот сейчас он в сделке, да, плюс 426 PNL у него. Локально отслеживаем эту динамику, количество убыточных и сделок с использованием яишки. Пока вроде получается, еще несколько дельта-нейтральных ботов будет работать. Ну и отслеживаем сейчас такую вот историю, смотрим, как локально у нас происходит. Сейчас. Какой потенциал у нас движения. Вот исходя из этого, я и говорю о тех вариантах, которые у нас может быть с точки зрения входов. Да, вот 90 у нас локально в сопротивлении Ишки нам показывает, ну и в поддержке нам показывает 8,6. Соответственно, при провале начинаются шорты с потенциалом, да, 83-84. Сейчас я посмотрю, обзор выдаст. Если выдаст обзор, вообще хорошо. Ну, ей надо подумать, наверное, да?
Поэтому вот если для себя искать какие-то локальные трейды, то, соответственно, от вот основных зон, которые я показывал, основной выступает у нас сейчас. Сейчас в сделке, наверное, да? Или нет, закрылась? Так вы с аккаунта вышли. Вышел, да, выкинула меня, да? Да. Выбросила, понятно. Ну, выкинула. Сейчас попробуем зайти обратно. Чего она меня выкинула? Не видно даже. Не вижу, значит закрылась. Не вижу, где она. Куда делась? Не видно. Ну ладно, не суть. Главное, здесь она видна, что она сыграла. Да, здесь он ее показывает. Значит, закрыл ее, что ли? Не пойму. Вот, поэтому локально отслеживаю вот именно в этой зоне, то есть 86,92 и в обратную сторону 83,84. Если будет получаться, что он долго думает, если будет получаться, трейды такие локально ловить можно. Но опять-таки сейчас остается повышенный риск волатильности в любой момент. Потому что начались геополитические всякие движения, не буду о них здесь озвучивать, у нас канал о другом, не о политике, но смысл в том, что это тоже влияет на рынок. И любое движение, любое действие, любое заявление с этих переговорных процессов, оно может повлиять на то, что происходит на рынке в моменте. Именно для этого очень осторожно с точки зрения риск-менеджмента я бы порекомендовал короткие стопы, сейчас, по крайней мере. Хотя обратно отсюда выйду, как мне вернуться на свой экран. Сейчас. То тут что-то. Сейчас. К сожалению, быстро у меня не получается. Почему у меня он опять... Я же через Zoom транслирую. Это все ИИ виноват. Да, через Zoom это, конечно, трэш. Это каждый раз надо и там зайти поменять в OBS, и в Zoom зайти, и туда прыгнуть, и сюда прыгнуть. Короче, дурдом. Где он? Так вам как раз искусственный интеллект нужен, но не только чтобы это зумом Слушай, ты знаешь, управлять. он на самом деле такие вещи творит, без шуток, если, да, что я, честно говоря, его использую очень активно. По крайней мере, мне надо было сделать 2 презентации, он сделал их просто великолепно. Честно Мгм. говоря, я отправил потом дизайнеру, говорю, посмотрите, что поправить. Он говорит, ничего не надо, не трогайте, ничего, прекрасно. И, Дизайнер просто работать не хотел, все. ну как, он же деньги получает. Тем более Я еще и деньги получает. я бы на его месте бы наоборот бы захотел. Он сказал, не-не-не, не надо. Ну, Ничего он трогать. просто продвинутый у вас Так, что еще дизайнер. хотел сказать? Еще хотел показать, вот свой любимый. Не получилось ему пойти туда, куда я думал, зеленую потрогать. Он ушел трогать оранжевую. Вот ее По поддержка Фрейду. 75, да. И сопротивление 120. Ну, по идее, если нас и заколят ниже, к 200, то отсюда будет идеальный вариант все-таки вернуться и как минимум 1,6 потрогать. 120. Вот это еще один из вариантов, почему я думаю, что мы можем это сделать. Уже, ну, такой сценарий был. Насколько долго он протянется, ну, вот мы видим его, да, в 2024 году. И вернулись обратно. Вот. То же самое можем повторить, если говорить о том, что с предшествующим годом у нас еще цикл не завершен. Но я не считаю его, по крайней мере, завершенным с точки зрения графика. Завершения цикла даже на старших часах пока нет. Мгм. Вот. Ну, провал, естественно, вот зона справедливой цены может это спровоцировать. Пока она удержалась, видно, да, на недельке. Прям точно, точно, точно удержали эту зону. Вот 76 даже с заколом, да, ну 79, 80. Удерживаем, все хорошо. Не удерживаем, ну Тоже тогда хорошо. 60. Тоже Ну, хорошо тогда, закупаться. тогда очень Тогда хорошо, да. закупаться будем. Да, я так и не закупился, с удовольствием бы прозевал вот здесь, честно говоря, с работой. Хотел закупиться, не закупился, поэтому если дадут вариант, закуплюсь. Но, кстати, код B
Он пока кричит, что нет, пока все наверх пытается смотреть и разворачиваться. Вот только трендовый смотрит вниз потенциально. Пока не завершен цикл. На недельке не завершен. Незавершен какой? А обычай не Походу, завершен. Но алгоритм не показывает завершен. То есть, смотри, и денежный поток еще ну, нет вот такой вот истории, да? мгм. А здесь, если ближе посмотреть, видно, что пытается завернуться. Дифференс моментом смотрится вверх, скорее всего, завернется. Единственное, у него что смотрит вниз, это только трендовый алгоритм. Но опять-таки он может развернуться вот в этой зоне. Не обязательно, что он идет в глубокий. Потому что все остальные смотрят наверх, и даже стохастик зеленый смотрит наверх. Пока это понятно, что да, мы оцениваем предшествующие периоды на индикаторе, что это не значит, что так и произойдет. Но, по крайней мере, он говорит о том, что да, хорошо, что не стали ждать, что-то там какая-то ошибка, значит, работы на сервере ведутся. Не могу показать, что он там отписывал, исходя из своих идей. Но работает и работает. Посмотрим, что он там будет Ну, делать. то есть вы думаете, что все мы наверх? Я думаю, что у нас нет. Я думаю, что у нас с большей степенью вероятностью наверх мы увидим ближе к концу года, а все это время нас будут еще морозить. И вариант того, что нас кольнут чуть пониже в зону 70 есть. Я, по крайней мере, бы его с удовольствием бы увидел и закупился. Ну, Мгм. понятно, по стратегии, не на всю котлету, но что-нибудь бы откупил. Было бы вкусно, если еще раз прокольнули бы. Вопрос, удержат Так, ли там и смогут или нет. так вы же биткоин-максималист, значит, надо на всю котлету закупаться, и неважно где. Я никогда так не покупаю. Ну, это А, неправильно. Есть стратегия, я давным-давно на канале показывал, я по ней всегда откупался по ней, вот начиная там с какого я начал закупаться, с 19-го, где-то года примерно, да, с 19-го, по-моему. Ну вот, я всегда покупаю одинаково. Я ее называю стратегия рыбака, я покупаю по ней одинаково. И мгм. это дает мне возможность в случае самой страшной просадки там на 85% находиться где-то примерно, по-моему, в 65, что ли, от хаев. Если я купил на самом хай. То есть, ну, это обычная история усреднения при определенном коэффициенте снижения базового актива, который ты покупаешь. Мгм. Ну, я думаю, это у всех так. Я думаю, ребят, которые нас смотрят, точно так же делают. Никто же не забегает там, сразу же не покупает. Надеюсь, конечно. Ребят, напишите, вы сразу покупаете или все-таки стараетесь какой-то у вас это, какой-то у вас интересный план есть. Если у кого-то такой план есть, напишите, как вы делаете. Вы что скажете, МС, По поводу, по поводу биткоина? Нет, можете разожить, рассказать, в принципе. Чё? ну, я могу по биткоину одно только сказать, что план у меня не поменялся, как он был, так он остался, что пока вот как вы начертили трендовую, пока по ней идет тестирование, и вот после нее уже, скорее всего, будет опять движение вниз. Вот от Потому этой, что, ну вот, который? Ага, ну, да, конечно. Ну, он, я думаю, что будет чуток пониже, потому что я по-другому смотрю. Давайте я открою свой график. так, стоп, я сейчас должен тогда это закрыть свой. Давайте. Сейчас он у меня тут. Ага, запустил. Вот. Видно мой график? Угу. Сейчас посмотрю, вроде да. Ну, вот я пока жду тестирования. Скорее всего, тестирование вот именно вот здесь чуть повыше, вот прям вот буквально 88, 89. И отсюда мы опять пойдем вниз. Почему? Пробоя не будет, да, вы считаете, вот это? Ну, в принципе, там же находится, 90-91, ну да, такая же. Во-первых, давайте я покажу. И тест у нас уже прошел. Так как все меня знают, что я по паттернам работаю и по паттернам смотрю, то середина канала паттерна мы пока его тестируем. Пока здесь находимся. Именно здесь идет принятие решения. Возможно, выход вверх, как вы сказали, до тестирования и потом пойти вниз, либо просто так назад, либо просто он пойдет сразу опять вниз. Э, Все, как говорили, там не будет 72, не будет 65. Возможно, не будет, я не спорю.
Но у меня пока не просто ощущение, а то, что я по рынку смотрю, я вижу, что пока движение вверх, ну, я не вижу я его, ну, не вижу. Что бы ни говорили, пока я его не Не, вижу. сейчас нет, да, конечно, сейчас его нет. Тестирование у нас уже восходящее по RCI у нас уже было, поэтому я смотрю только сейчас пока за тем, что они пытаются нарисовать. Рисуют пока нисходящие все движения. Потому что, ну, давайте-ка я покажу попроще. Вот так. На всем большом графике, например, на недельке, чтобы было видно. Я уже всем показывал несколько раз и еще раз покажу вот здесь. Что-то мне притормаживает почему-то. Да, чуть-чуть подтормаживает. Что-то процессор ест, что-то другое. Да, что-то другое. У нас всегда на нисходящих трендах всегда восходящее движение следующее. Вот оно. То же самое на восходящих. Я знаю, что у меня есть. Сейчас я отключу этот. Это у меня переходит режим. У меня два сервера. И вот один сервер стоит в ночной режим. Сейчас я просто его выключу. Прошу прощения. Что такое? Ну, теперь не будет есть. Ну, вот теперь я повторюсь. На восходящем тренде, а это вот этот весь тренд восходящий. Если на восходящем тренде у нас есть нисходящее движение, то всегда отскоки будут вверх. Этим отличается движение на восходящем тренде. На нисходящем тренде у нас наоборот. Если вдруг рисуется восходящее движение, то следующий тренд вниз. Восходящее движение, следующее движение вниз. Так и здесь. Если мы посмотрим под то, что у нас сейчас на этом рисуется, у нас рисуется восходящее движение. Стрелок здесь нет, к сожалению. Буду вот этим. Вот оно, восходящее Они движение. первые были там. Да, пофигу. Вот оно, восходящее движение. И это движение идет в нисходящем тренде. То есть следующее, вот они, три свечки отрисовали, значит, вниз опять пойдем. Даже, смотрите, RCI. RCI пока еще идет вниз, оно пока не закончило движение. У нас точно так же разворачивается MACD. Движение нисходящее не закончилось. Не может MACD не закончить движение и сразу резко развернуться на таком объеме денег. Нет покупателей пока. Вы же вот видели, например, в последнее время покупает опять этот Майкл Сейлор. Купил он там 6 тысяч биткоинов. Он уже не покупает по 15, он уже не покупает по 20. Он купил 6, но движения все равно вверх нету. Нету, не загоняет никаким образом. Мало того, если свечной анализ делается по свечам, по восходящим, то каждая следующая свеча становится меньше, и оно уже не переходит в восходящее движение. То есть здесь идет замедление тренда. Пока еще, скорее всего, мы будем отрисовывать и по MACD, и по RCI движение вниз. Я не говорю, что это вот прям все, мы 100% вниз. Конечно, на любом движении, я сейчас смотрю, тем более недельный, у нас все равно еще движение вниз. Вот пока идет тестирование. Если посмотреть, то пока у нас был только первый тест. Скорее всего, у нас таких тестов еще будет вот примерно так. А То если есть где-то поставить 3. ваши вот эти временные В, очень хорошо у вас получается. Угу. Ну, такие вот, забыл, как они называются. Вот Кругляшки такие такие. вот Да, кругляшки. да, да, да. У меня их назвали полукругами. Полукруги, да. Да, полукруги, да. Сейчас давайте мы его найдем. Мне вот интересно, что на конец года. На конец года, ну давайте вот по восходящему движению.
Мы смотрим. Если смотреть все это движение от того, как оно началось, финального движения вниз, вот оно, Мгм. финальное движение вниз. Если даже посмотреть от финального движения лета того года, 21 года, и опять же здесь восходящее движение, то, скорее всего, на июль месяц ждать окончания движения вниз, и будет, скорее всего, следующий разворот вверх. Этот разворот вверх может быть до конца октября месяца. Мы покажем либо хай новый, очередной, либо, возможно, будет вот у нас нарисована примерно следующая фигня. Сейчас я ее нарисую. Ну, то есть у нас практически совпадает история. Возможно, мы еще вот это вот увидим, вот такой вот Ну да, фигню. да, да, да. А потом мы и уйдем в медвежку И в двадцать окончательно. шестом году уйдем полноценно, даже может в конце 25. Порадую зрителей. Вот, пусть движется рынок так, как движется. Если посмотреть, опять же, если вы смотрели временные циклы, видите, у нас движение временного цикла и переходит на середину самого цикла. То есть следующее движение, так как у нас идет нисходящее движение, то, скорее всего, оно будет продолжено. Мгм. Я рисовал у себя Как раз 200-ю могут потрогать 71, вот вполне вероятно, 71, 72 могут легко. потрогать. Очень интересно, да. Вот, например, я у себя в чате показывал, как работали по временным циклам последнее вот это движение, которое началось 23 числа. Сначала был нисходящий закол, потом 3 движения вверх, и все идет по циклам. То есть каждое движение отработало по циклам, и нисходящее движение, вот оно как раз на середине началось и продолжается. И опять же смотреть, если RSI EMA не закончено движение, если посмотреть стохастический RSI, то он показывает движение, что у нас на нисходящем движении RSI это делает основное движение вверх, начинает. Скорее всего, движение вниз продолжится и продолжится здесь. То есть еще отрисуем тройку. Пока отрисовали только единицу. Мало того, на ямашках мы видим, что это кресты тут нисходящие, тут как они там, любые кресты, как их называют, так они и будут. Движение пока вниз, я не вижу вверх. Есть еще одна, ну, сейчас, секунду. Есть еще одна фигня на графике, которая не отработала пока. Видите? Пока движение идет вверх. Вот здесь уже нисходящее движение. То есть RSI заранее показало, что все. Ну и опять же, кто-то мне говорит, что это здесь паттерн Макдональдс, кто-то там два этих пика, дабл топ, как угодно можно называть, пока все это отрабатывает. Пока отработало, причем отработало, обратите внимание, первое движение на всю эту высоту. Это было первое движение. Если это действительно тестовое движение, то следующее будет еще отрисовано два движения. И, скорее всего, мы будем тестировать именно вот этот уровень. А этот уровень в районе полтинника. Сейчас народ в обморок упадет, скажет, МС совсем с ума опять в очередной раз ушел. Обратите внимание, я показываю недельку. Так как это неделька, то, скорее всего, движение это очень широкое по времени. Это не значит, что мы завтра на 50 пошли. Это значит, что у нас еще будут отскоки и будут еще во всех чатах кричать: медведи съели, все, летим наверх. Ну, будут лететь наверх. Пока летят не туда, куда надо, наверх. Это то, что касается самого биткоина, то, что я вижу. По эфиру. Давайте посмотрим эфир. Вот по эфиру. Давайте посмотрим. Вот движение по эфиру. Мы, конечно, ушли намного ниже. Мы сейчас тестируем даже 0,5. Скорее всего, будет протестирован вот этот уровень в район 1500. Если 1500 не удержит, следующее движение у нас будет 1275. Скорее всего, есть вероятность, что
мы туда можем свалиться. Пока движение такое есть. Если смотреть по широкому движению, по всему, по максимальному движению, то, скорее всего, вот как я и сказал, что мы ниже еще чуть дотянем до 1500 на следующем падении. Хотя у нас есть гэп не закрытый на CME. Этот гэп, ну, попытаются, конечно, закрыть. Артур Хейс сказал, что 5000 он ждет срочно. Будем смотреть на Артура Хейса. RCI на недельке показывает, что движение вроде бы как еще должно быть, потому что мы только на 38. И это только раз, два, второе движение. То есть у нас еще должно быть отрисовано одно. Переключим давайте на хайки наши. Здесь проще увидеть. А нет, на хайке наши у нас уже 3 движения. Да что ж такое-то? На хайке наши у нас уже 3 движения есть. Да, да. Вот третье движение. Можем отскочить куда-то вот 1250. 2500, 2300. Вот сейчас сюда. И вот здесь будем смотреть, что будет дальше. Пойдем ли наверх? Ну, здесь пока вот видно на недельке, кстати, что эфир все равно готовится наверх. Так что, ну вот, 768 уровень протестировали, может быть, вверх пойдут. Скорее всего, это может быть даже движение в противовес движению биткоину. Это тот самый альтсезон, который народ ждет. Возможно. Да, девочка созрела. Ну, отлично. Значит, не флэт до осень. Но вот на биткоине нету еще трех движений. То есть биткоин по всем параметрам на недельку смотрит вниз. Ну, где вы здесь нашли три пика? Я здесь не вижу трех пиков. Согласен. Дело в том, что есть разные паттерны, и три пика дом с куполами сюда ну никак не подходит ни в таймингах, ни в чем. Ну вот я сейчас удалю. Я специальный аккаунт этот сделал, чтобы демонстрировать. Сейчас я поставлю сюда другой индикатор. Если смотреть на 200-ю скользящую, я ее сделаю желтую, чтобы противно было, то пока идет все движение вокруг 200-й скользящей. Это на дневке. Если переключить на
Так, у нас сколько там еще можно посмотреть на месяце? На месяц он ее не отрисовывает. На 4 часах. Ну, все танцы вокруг 200. Причем видно, как продавливают свечи неопределенности после свечей роста. Причем их вот сколько там, 11, скорее всего, можно считать. Три вниз, 2 вверх нарисовали еще, значит, одна зеленая точно будет. Если одна еще зеленая будет, то надо ловить где-то в районе, ну, 91, 91, 92. Вот, но если вдруг они сейчас продавят и RCI подтвердит, что движение пойдет вниз, то, скорее всего, да, действительно продолжится вниз прямо отсюда. Так, ну, все я тут, что знал, рассказал. Теперь меня люди в основном ждут, чтобы я показал. Я вас слышу. Гошу слышно? Скажите, пожалуйста. Что-нибудь. А вы нажали там, наверное, на этом, на панельке, на закрыть микрофон? Забыли включить. Пока Гоша настраивает микрофон, давайте я покажу все-таки Фибу. Народ собрался, народ ждет. Зрелище хлеба. Давайте я покажу вам по Фибе. Смотрите как. Я не буду учить, что такое вообще Фиба. Откуда она взялась, куда она делась, вы это все можете прочитать сами. Я вам покажу только механику. Настоящую механику, то, как торгуют трейдеры. В свое время, очень давно меня тоже этому научили, показали. Есть стандартная FIBA, та, которая идет в TradingView, то, которой люди пользуются. Это стандартная FIBA, вот она. Давайте ее натянем, как говорят. Натягивать несколькими вариантами можно. Все зависит от того, что вы хотите смотреть. Смотреть всегда нужно тренд. Вот смотрите. У нас есть тренд, который начался на 15 и 5 и закончился здесь наверху в районе 108. Это был весь тренд. Вот давайте фибу отсюда, от самого 15 и натянем. Так, я недельку включу, чтобы было удобно смотреть. Прошу прощения. Так будет удобнее. Чтобы вы понимали, откуда все взялось, куда все делось. Смотрите Сейчас меня внимательно. слышно? Гошу слышно? Спрашивает. Плюс поставьте, если слышно Гошу. Раз, раз, раз. Слышно? Он 8 раз сказал раз, 12 раз сказал слышно. Вот движение коррекционного, которое здесь Всё, длилось спасибо, некоторое время. спасибо. Вот первая зеленая свеча. От нее до самого-самого верха первого движения. Вот оно. Вот это и есть вся та самая фиба, как она делается по тренду, по всему. Это называется трендовая фиба. Вот она, все нарисовала. Зачем это делается? Вы смотрите глобально, так как мы смотрим это на недельке, то есть вы смотрите глобально все максимально это движение. Во время всего этого движения у нас есть коррекционные маленькие движения. И вот когда вы приходите к какому-то коррекционному движению, вы можете это коррекционное движение померить. Померить по мере отскока. Например, FIBA позволяет определить, где какой будет отскок. Вот. Самое верхнее движение. Спрашивали меня, как правильно, откуда, от тела свечи или от фитиля. Фитиль является телом свечи. Фитиль является самой свечой, поэтому в учет фитили брать надо обязательно. Тот, кто не берет в учете, конечно, имеет погрешности в движении. Нам погрешности не нужны. Мы берем от самого фитиля до самой низкой свечи в этом трендовом движении.
тоже его фитиль. Вот мы здесь эту фибу натянули. Старую фибу длинную я уберу, чтобы она не мешала. Вот мы сделали это движение. Теперь смотрите, что позволяет вот это трендовое маленькое движение определить? Оно позволяет определить будущий пик всего движения. Будущим пиком всего движения является, вот смотрите внимательно, я сейчас это сюда сделаю поближе, чтобы вы точно увидели, что же мы здесь разглядели. Смотрите, здесь движение началось, здесь оно закончилось. И сейчас все это движение, вот до единицы оно было до этой свечи, так как у нас тест закончился паттерна здесь, у нас произошло следующее движение. Мы чуть-чуть не дотянули до 2618, но это позволяет вам определить, где у нас следующее движение будет. И посмотрите внимательно, 1.618, мы тестируем его сейчас этой свечой на отскоке. Фиба в данном случае работает. В данном случае Фиба отработала, она показала будущее движение. Почему я еще тогда сказал, что, скорее всего, больше, выше мы не пойдем. После этого в разных чатах начали писать и говорить, МС говорит, что медвежка, он сошел с ума. Да, я сошел с ума и говорю, что вот здесь было закончено движение всего вот этого тренда. Почему я еще это говорю? Теперь смотрите. Настройки Фибы вы все знаете. Я сделаю специально Фибу настройки побольше, чтобы вы их зарисовали себе и увидели. Вот так, как настраивается стандартная, простая, обыкновенная Фиба. Посмотрите. Для чего это настраивается, как она настраивается, какие движения у нее есть. У нее есть уровни антагониста. Например, 3.82 антагонист 618. Это как раз и есть уровни Фибоначчи, самые главные, основные. Так как это все движение трендовое, у нас есть середина тренда, это 0,5. Именно поэтому мы так определяем. Но у нас есть еще одни антагонисты 0,236 и 0,768. Это тоже два антагониста. Я вот сделаю их одного цветом, чтобы было удобно смотреть. 236 у нас тут. Сделаю тоже. Вот. Два антагониста. 236, 768. Они являются производными от 0 до 382. Это вот как раз является 38,2%, если смотреть всеобщее движение. Теперь, эта фиба стандартная. Она вам интересна только тогда, когда вы определяете тренд. Когда вам нужно увидеть определенный уровень. Вы же торгуете, вот технология трейда. Вы видите, например, что у нас есть определенный трейд. Мы этот трейд движение выполнили, это движение. У нас есть движение пробития. Вот видите, здесь пробитие прошло. Мы дальше смотрим весь тренд. Можем на нее стандартно натянуть ту же самую фибу. Почему я здесь вот не натягиваю наверх? Здесь было коррекционное движение, которое показало, я вот эту фибу отключу, вот это вот движение показало, что у нас идет коррекция. То есть все, что дальше коррекции, мы уже не учитываем. Мы учитываем только один прямой тренд. Вот этот прямой тренд. И посмотрите внимательно. У нас появился уровень 0,5. Что это говорит? Если вы когда-нибудь занимались скальпингом, если вы когда-нибудь занимались прямыми трейдами на бирже, вы знаете, что самый сильный уровень – это 0,5. По нему определяют будущее движение всего тренда. Если мы отскакиваем от 0,5 уровня, то следующий уровень теста у нас будет 0,382, 38%, тот самый знаменитый. Если мы его пробиваем, следующий уровень будет уровень антагонистов, который мы смотрели. Здесь это будет тестирование. Поэтому мы и говорим с Гошей, что, скорее всего, возможно, пойдем чуть повыше посмотреть. Но 0,5 уровень всегда является самым сильным. И это говорит о том, что здесь движение было остановлено. Остановлено кем? Тот, кто ведет этот рынок, маркетмейкером. Посмотрите, какие длинные тени. Эти длинные тени говорят о том, что здесь на 0,5 уровне уже было заранее, видите, повторяется, заранее были установлены большие лимитные ордера. Значит, не хотели пускать рынок ниже.
либо у них пока сейчас в планах нет пускать рынок ниже. Теперь ну, некоторые люди говорят, ну как так вот, кто-то якобы там управляет рынком. Посмотрите, кто управляет наконец-то этим рынком, чтобы просто знали. Сейчас я это все покажу, чтобы было вам видно. Чтобы было понятно, что рынком все равно кто-то управляет. У нас был пик, который был поставлен. Посмотрите на Binance. 88676543. Это не случайно делается. Это просто они шутят, сидят. Здесь на этом уровне стоял очень большой заготовлен объем. Они таким образом остановились. Так вот они пошутили. Маркетмейкер на рынке присутствует. Маркетмейкер двигает этот рынок. Но маркетмейкер бывает двух типов. Это биржевой, тот, который наполняет ликвидности и помогает в случае чего рынку правильным движением. Но есть еще маркетмейкер, который хулиган. Вот это вот хулиган, который поприсутствовал в данном случае на Binance. Вот мы его, этого хулигана и увидели. Почему они хулиганы на самом деле? Они хулиганят тем, что они заранее знают, куда они будут двигаться. Они просто рынок дальше не пустили. Собрали ликвидность. И дальше этой ликвидности просто либо айсберг-ордер поставили, либо еще что-то, либо выставили стену, которую никто не собирался пробивать. Ну, кто будет с ними бороться? Никто не хочет. Все видят, что там стоит большой уровень. Так как мы с вами находимся и торгуем на биржах в VIP самой минимальной категории, а крупные игроки играют на VIP-категории, VIP-9, а у них закрытая книга ордеров. И они друг друга там видят. Они видят эти айсберг-ордера, большие, огромные, и они просто собирают ликвидность младших ордеров, то есть нас. И именно поэтому мы видим вот такие хулиганские цифры на графиках. Если кто-то считает, что это все фигня, это все случайность, ну, тогда посмотрите все предыдущие пики, где они были случайностью, а где нет. Паттерны отрисовываются не таким вот образом. Если помните три пика и дом с куполами, которые я в прошлом сезоне весь рассказывал, я показывал, как это движение пойдет. Если кто-то меня помнит, то начиная с апреля 2021 года я рассказал, куда рынок, как, каким образом придет. Именно потому, что просто был паттерн. Люди вложили в него деньги и пошли эти деньги собирать по всему рынку. Теперь дальше вернемся к Фибе. Какие фишки по вот этой конкретно вот маленькой вот этой вот Фибе можно узнать? Например, вот у нас все трендовое движение. И вдруг вы хотите узнать, куда дальше. Вот мы находимся, к примеру, вот здесь, вот в этом движении. И мы хотим узнать, пойдет ли рынок наверх, пойдет ли рынок вниз, что дальше будет. Нам поможет Фиба. Мы берем самое пиковое движение, вот оно. Сейчас я переверну Фибу вверх, чтобы было ее видно. Видите, мы определили пик, мы определили дно, и одна пика первого движения нарисовали. Так как мы знаем, что у нас есть движение по ДО, они отрисовывают именно три движения. Теперь посмотрите Фибу, каким образом Фиба отрабатывает. Все движения по Фибе были соблюдены. 1.618 это было второе движение. Третье движение 3.618. Четвертое движение сейчас здесь тестируем. У меня просто Фиба не настроена, там еще выше можно было нарисовать. Давайте нарисуем еще повыше. Так, у нас 4. Четыре 618. 5 618. 6.618. Вот посмотрите, 6.618 мы до этого пика дошли. А ведь мы с вами мерили только первое движение. Почему я всегда говорю, люди, обращайте внимание на тройки. В рынке правят тройки, именно тройки, не что-то. Вот у нас есть всегда три движения. Вот показываю секреты по этой торговле. Первое движение – это первая тройка. Второе движение и третье движение. Вот все три движения у нас выполнены в тройках. И обратите внимание, мы совершенно четко
по всем этим уровням, прям по всем этим уровням очень хорошо прогулялись. Это говорит о том, что вот FIBA позволяет вам определить, где, в какой момент времени примерно мы будем, каким образом мы будем двигаться, какие уровни вам позволят торговать. Я нарисовал большую широкую фибу по всему огромному тренду. Вам это позволит только определить, куда мы движемся все-таки окончательно. Почему я говорил, определяйте тройки? Опять же, у нас это первое движение было закончено 3 тройками. У нас возникают 3 глобальных движения в тройках. Вот оно, первая тройка. Посмотрите внимательно. Первое движение, второе, третье движение. Всеми тройками, но у нас здесь был пик. Поэтому все эти движения, все эти тройки, все эти закончены. Это было первое движение по Доу. Первое движение по Доу создает крупный игрок, маркетмейкер. Еще раз показываю, запомните это. Если вы вот это вот запомните, вам очень легко будет торговать. В том числе FIBA вам поможет определить, где примерно какие уровни будут. Почему нас могут опустить, например, на 68, а не на 65? Потому что у нас здесь есть FIBA. У нас здесь есть сильный уровень. Почему мы опустились на 4.2.3 уровень, на 77 и ниже не пошли? У нас здесь есть уровень по FIBA. Почему у нас сейчас в данном случае движение все застопорилось, вот оно, 4.5 на 80 800? Это именно потому, что здесь был уровень FIBA. Сам маркетмейкер не может точно сказать, куда он поведет этот рынок, но уровни, где он будет продавать, здесь он будет продавать, здесь он будет продавать, он примерно все это размечает. Как это делается? У него есть свои торговые стратегии, по этим торговым стратегиям работают. На каждое торговое движение у него создается свой паттерн. Вот этот паттерн был Curve Parabolic Pattern, он тоже отработал. Сейчас я его покажу. Curve Parabolic Pattern. Он отработал. Вот он. Все. Если вы его посмотрите, то Curve Parabolic Pattern состоит из 3 основных маленьких движений и 2 больших движения основных. Вот оно. Первое, второе, третье. Движение сформированное, как его там коленом они его называют. Основное большое движение перед последним движением наверх, где происходит разворот. Curve Parabolic Pattern. Давайте попробуем, чтобы все поняли, о чем я говорю. Вот этот Curve Parabolic. И если вернемся обратно на TradingView, вот они, все эти движения здесь они существуют. То, что дальше уже сейчас нам будут рисовать, это стандартные.
Подожди, МС, подожди секунду, звука нет. Люди пишут, дайте звук. Ёлки-палки, что-то случилось со звуком. Сейчас, секунду. Нет, нет. Видимо, нет. Сейчас, секунду. Что-то с конференцией случилось. Раз. Раз. Мой звук есть, почему твоего нет? Челкает и молчит, твоего нету. Переоткрыла трансляцию, звук появился, но что-то случилось. Это ютубовские истории. Обалдеть, МС. А я и не вижу, что звука нет, у меня же не показывает. Я так... Пожалуйста, 2 плюса. 2 плюса. Вот сейчас твой голос должен быть слышно. А ну скажи что-нибудь. Раз, два, три, четыре, вот сейчас пять. только будет слышать. Вот сейчас слышно голос? Не из-за переоткрытия, а здесь, видимо, что-то глюканул ОБС, обалдеть. Звук появился, когда владелец, да, ведущий прочитал чат. Да, мне уже в WhatsApp написали, я же не вижу, я чат не смотрю, я слушаю тебя, о чем мне чат смотреть? Я понял, блин, надо было чат себе все время открытую держать. С какого момента, напишите, МС остановился, ребят, прошу прощения. Сказали 7 минут. Да ладно, 7 минут. Конечно, 7 минут как минимум. После параболик curve pattern. После него отвалился звук. Черт побери, что-то сегодня неудачно. Ну, сори. Ну хорошо, если все слышно, давайте тогда от простого пойдем. Теперь те, кто хочет заниматься скальпингом, те, кто хочет торговать внутри дня, тот, кто хочет торговать и знать, куда мы идем, какие движения в рынке заготовлены, существует несколько видов фибы. Я буду рисовать так, чтобы людям было видно. Или давайте наоборот, я не буду ничего рисовать, я просто буду делать вместе с людьми, чтобы они просто знали, что делать. Смотрите, для того, чтобы у вас было несколько видов фибы, в TradingView существует возможность создавать всю эту фибу как образцы. Есть настройки. Нажимаете настройку, и в настройке вводите все данные, которые вам нужны. Вот это настройки стандартной фибы. Они есть у всех. Вот это настройки стандартной фибы. Теперь для скальпинга. Совсем слишком большие для скальпинга не нужны. Поэтому мы будем писать только те, которые нужно только для скальпинга и только для того, чтобы вы могли торговать в течение одного дня. Давайте с самого верха пойдем. 0 – это самое первое. Второе – 0,92. Я потом объясню, почему это все есть. 149. 232. 382. 0,5. 0. 618. Ой, там 6 я влепил. 0. 768. Добавляются уровни 0, 851 и 0, 908. Следующее. Так, это у нас единица.
Опять, говорит, звук пропал. Секунду, секунду, МС. Да что такое сегодня? Я ничего вообще не трогаю. Что с ним? Нет, опять, говорят, пропал. О, нет, да, сейчас вот он только что, видимо, пропал. Он был. Все было в порядке. Zoom конференция. Сейчас еще раз. Это с конференцией Zoom что-то. Это Zoom, с Zoom что-то происходит. Мы же через Zoom стримим. Потому что у меня звук есть, а в конференции его нет. Раз, раз. Сейчас скажите. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, Да. три. Вот, сейчас пошло. Это с зумом что-то, с конференцией. Тут я ничего не могу сделать. У меня звук идет нормально, а конференция пропадает. Может, у зума какие-то работы ведутся? Или давайте перезайдем. Да нет, все нормально, давайте Нормально? Чтобы продолжим, не конечно. отваливался, да. Но мышку слышно, потому что она тут почему-то накладывается. Я не знаю, почему эта мышка. Не знаю, как выключить. Если знаете, скажите. Пока МС экран стримится, я смотрю свое, и у меня мышка лазит по его экрану. Мгм. Не знаю, как вырубить. Уже замучился с этим вопросом. Закончился на 0,908. Я сейчас настраиваю цвет для того, чтобы определить уровни антагониста, чтобы вам было удобнее торговать. Он пишет Александр Волгин, говорит, щелчок, как будто где-то замыкание. Не, это зум просто вырубается и все. Тут Ну, нечему щелкать-то у меня даже. надо просто потерпеть и все. У меня точно ничего не врубается. Не-не, это в OBS или в зуме вопрос. Вот я нарисовал уровни. Вы их потом сможете с экрана срисовать. Кому это все нужно? Для чего эти уровни нужно? Ну, например, э, сегодня весь день торговли идет вот на 4-часовике. Я по этим уровням наблюдаю за движением. У меня несколько аккаунтов, один только для того, чтобы народу показывать. Вот я по этим уровням сегодня наблюдаю, каким образом именно для скальпинга ходит фил, биткоин. Это четырехчасовой. Для чего он мне нужен? Если вы будете торговать внутри дня, то максимум, от которого вы можете смотреть, сам тренд, само движение трендовое, это четырехчасовик. И только потом вы можете уже переходить на маленький таймфрейм, чтобы на маленьком таймфрейме видеть, куда движение будет дальше идти. Вот мы это движение поймали, вот это движение было в основном тренде, вот оно, вот это движение. Вот мы это движение здесь отторговали. Я его за этим наблюдал. Если вы будете торговать внутри дня, то вы обязательно должны на старшем таймфрейме определить, куда вы будете по тренду идти, вверх или вниз. Вы должны определить уровни там для того, чтобы выставить стоп-лосс или выставить take profit. Если вы это все выставили, посмотрели на старшем, только потом вы можете переносить на младший таймфрейм и на младшем уже будете торговать. Увидели вот этот сетап тройку, тот, который тройка пошла, тройка была закончена. Здесь уже можно было вставать в лонг, но они вот специально обманули, протестировали, но все равно движение вверх было продолжено. Если смотреть по первому движению, например, по первому движению, как мы двигались вверх, то вот обратите внимание, само движение закончилось по единице. То есть это трендовое скальпинговое движение. Если сюда вы добавите, например, сами лично для себя, к примеру, добавите а, а, так, это у нас минус будет. Минус 0,5. То вы увидите движение, то, которое сейчас происходит здесь. Здесь оно сформировалось, 0,5, и пошли они дальше доверх закрывать движение. Это вот как раз и был отбой. Тройки смотрим, появились тройки именно здесь или нет в этом движении. Есть у нас разворот или нет этого разворота. Проверяем опять сами себя. Первое движение. Ну, не сформировано. Смотрим до конца.
Первое движение. Второе движение. Вот третье движение заканчивается. Скорее всего, пойдет на 1,68, то есть чуть выше. 1,68. Давайте установим, проверим, где там будет 1,68. Ну вот куда хотят тройку дорисовать. 88 980. Мгм. Это опять же мы работаем только по основной вот этой фибе. Вот, скорее всего, куда они его пытаются тянуть. Если дальше движение здесь не продолжится, а здесь сильный уровень, его можно проверить, к примеру, фиксированным профилем объема. Ну, давайте его отсюда возьмем, весь профиль. Притормаживаю, что-то не открывается весь профиль. А чуть-чуть подвигайте чуть вперед-назад, сам график весь. Да. Ну нет, как будто, да, вот расширяйте, должен отдуплиться. Это TradingView так делает иногда. Странно. Притормаживает почему-то, не знаю почему. TradingView так иногда делает, это от них идет. Думаете? Да. Бывает такое. Канал не прорисовывается или что-то еще, либо подождать надо, либо иногда перезагружаю страничку. Название графика там есть? Ну, неважно. Пусть будет так. Смотрите профиль объема, и уже уровень можно отрисовать по профилю объема. Скорее всего, наш профиль объема находится здесь. Можно посмотреть, куда мы можем выскочить за профиль объема. Но, опять же, он нужен, зараза. Почему он не отрисовывается? Не знаю. Нету. Видите, он даже этот основной... Страничку перезагрузите. Нет, вот там наверху, да. Может быть, просто кэш надо обновить его. Ух ты. Он ее даже не сохранил, видите, в чем проблема? Он график не сохранил. Странно. Да, он весь график просто не сохранил. Это обратная связь с TradingView. Он не сохранил график, фактически заново его надо ставить. И принудительно сохранить в отдельную вкладку. И тогда будет нормально. Такое бывает. Вопрос кэширования этого. О. Да нет, это все фигня. Он у меня выбросил вообще. Вообще выкинул? С моего аккаунта, да, с тестового. Ну, неважно. Давайте буду тогда показывать на этом. Отключу сейчас ненужные все. Я специально так хотел сделать, чтобы смотреть именно там, где нам надо. Да что ж такое-то сегодня? Сегодня Вот. что-то прям, да, как-то и звук, и TradingView, и Zoom, и все вместе. И OBS, не знаю. Ну, пусть будет так. Смотрим по фибе, как я и говорил. Давайте будем смотреть эту фибу. Идем 1.618, если сюда дотянем. Но скальперская часть, та, которая есть у вас, просто для себя запустите и проверьте. Все уровни по скальперской фибе, все, особенно вот эти вот маленькие антагонисты, они всегда отрабатывают. Для чего они нужны? Я уже показывал самое первое движение большое, основное, где у нас дневку. Вот неудобно теперь стало на этом графике показывать. Он у меня был специально заготовлен для того, чтобы здесь показать. Там, по-моему, вообще хайконеш стояли на том графике. Думаете? А может Да. быть, да, может быть, хайки наш. Да, наверное, они. Вот будем вот так смотреть. Вот скальперская часть. Посмотрите внимательно, как она отрабатывает.
Опять пишут, звук М? пропал. Пишут, МС звук пропал. Сейчас пропал звук, не должно быть ничего пропадать. Да точно не может быть. У меня все должно быть работать. Не, я вижу, что звук идет в ИБС. Это просто МС иногда замолкает и что-то делает. Нет, он ничего не делает, а он сидит, психует из-за того, что график у меня перезагрузился, я такие вещи не люблю. Еще раз Ничего, вернемся к говорит, Фибе. пишет, А ничего не иначе... слышно. Да не может Слышно? быть, никто не Раз, пишет. два, три. Люди, напишите плюс. Все норм. Это, скорее всего, Дизайн кухонного интерьера перезагрузи. Сейчас, наверное, у тебя страничка скорее всего, он обновилась. смотрел, да, он старую часть смотрел. Либо старая часть, да. У нас Да, был момент. продолжаем. Давайте вернемся, а иначе потом люди запутаются и не будут понимать, о чем речь идет. Угу. Посмотрите внимательно, вот эти вот антагонисты 0, 851 и 908. Для чего они нужны? Иногда график, когда мы видим, что он пробивает 768, так вот, зона золотого кармана, как его люди называют, это как раз и есть вот эта часть от 768 до 908. Вот именно вот эта часть золотого кармана. Точно такой же золотой карман находится выше, который от 3, 0,232 до 0,092. Вот это золотые карманы. Именно здесь что-то происходит всегда. Если сюда цена приходит, то она в основном в большей части отсюда отбивается. И также здесь, если на падении внутри одного большого торгового дня работаете, именно по стратегии скальпинга, то именно здесь происходят все развороты. Ну, скальпинг так работает, потому что он ходит от объема до объема. Поставьте себе эти скальп и увидите, каким образом идут торговли от стенки до стенки, каким образом они работают. И тогда вы увидите, что именно вот эта скальперская фиба поможет вам торговать. Даже если вы в этом ничего не понимаете, даже если вы не разобрались, что такое скальперская вот эта фиба, вы сможете увидеть, как по этим уровням ходят внутри дня. Например, попробуем переключить маленький таймфрейм. Автомат надо включить. Маленький таймфрейм включим. И на вот эту именно фибу скальперскую сюда же натянем. На все это движение. И посмотрите внимательно. Именно здесь, на 908, первое формировалось движение. Смотрите, каким образом здесь, не наверху, как все думают, а именно здесь, вот в этом коридоре идет формирование, вот именно здесь идет формирование будущего движения. Вот здесь собрали ликвидность, и цена пошла вниз. От 0,5, как я и говорил, мы отбиваемся, значит, с большей вероятностью мы пойдем еще наверх. Но здесь уже на вот МАКДи я вижу то, что, скорее всего, вверх могут и не повести. Сейчас я это покажу, что здесь видно. У нас здесь есть три движения основных сформированных. И если увидите, то короткая скользящая уже находится под длинной скользящей. А это всегда идет либо отбивка вниз, продолжение, и только потом наверх, либо продолжение законченного движения вниз. Это всегда видно. Всегда ищите тройки. Эти тройки всегда вам помогут. Вот эти три горба, которые помогают смотреть, что вы правильно делаете или нет. Вот эти все тройки здесь были сформированы. Вот они все тройки эти. Они все совпадают. Точно так же, как и здесь был разворотный паттерн нарисован, точно так же он совпадает здесь. Ищите вот эти вещи. Они вам помогут торговать и определять движение. Это не значит, что здесь движение может остановиться. Это может быть только одно движение из таких больших глобальных троек. И такое возможно. Просто вот эти тройки всегда, они заканчиваются некоторым таким снижением. Опять же тройками. Смотрите, куда здесь придет цена. Если пробьет по фибе 0,5 и оттолкнется, вернее не пробьет, а оттолкнется, то движение это только была первая глобальная тройка. Значит, будет вторая глобальная тройка. Любое движение так построено. Кроме движения по тренду. Вот это чистое движение по тренду. Оно формировалось без каких-либо аномальных движений вверх, а именно тройки, они всегда имеют аномальные отклонения. Посмотрите, отработал аномально вниз, отработал аномально вниз. Так и здесь. Здесь аномального движения пока не было. Это прямое движение вверх по тренду.
И именно здесь начинаются разворотные паттерны. Именно здесь, как если смотреть по скальперской фибе, здесь как раз и был сформирован очаг ликвидности, откуда где оттолкнулась вся цена. Сюда же цена в этот очаг и пришла. Если посмотреть, то здесь эта же ликвидность, вот она здесь находится. Вот как смотреть по фибе. То есть у вас уже есть понимание. Как это делать? Смотрите, вот вы сделали эту фибу, вы же хотите ее сохранить, чтобы каждый раз не рисовать. Вам не надо каждый раз ее рисовать. Вот здесь есть на TradingView шаблоны. Возьмите ее и здесь назовите. Например, назовите ее скальп. Фиба. И вы будете понимать, что это у вас скальперская фиба. И она вам пригодится только как скальперская. Теперь, если вдруг вы уверены, что все движение пойдет наверх, то вот эта вот мелочь вам она нафиг не нужна. В таком случае вы открываете вот уже эту существующую и ненужные совершенно отключаете. Вам какие будут нужны? 1,618. 1,5. Так, здесь у нас двойка нужна будет. 2,618. Два и пять. Пишут на каком таймфрейме. На любом. Работают на любом таймфрейме. Ну, Вообще неважно, на как вы любом. торгуете, от вашей стратегии будет зависеть. Все зависит от вашей 15 стратегии. минут, 5 минут. Там, и как вы Все хотите. зависит от того, что вы хотите увидеть от этой фибы. Сейчас я покажу, как можно накладывать несколько фиб на одно движение. И эти движения вам покажут, опять же, определенные точки останова. Точки останова есть всегда. Все, заканчиваю, чтобы не мучить вас. Потом пересмотрите. И у себя так 4, 3, 2. Вот у вас сформировалась фиба, та, которая большая, основная. Если вы знаете, что движение пойдет наверх, я ее переверну, чтобы было видно. Вот смотрите, вы уже видите все уровни, куда, возможно, пойдет цена. Будем считать, что вот это было только первое движение. Значит, скорее всего, у нас будет по доу сформировано еще 3 движения. Если это 3 движения, то, зная основное движение первое, как мы с вами говорили, будем определять. Первое движение, вот оно. Второе движение будет 1,618. Скорее всего, протестируем единичку. И второе движение будет 2,618. Если 2,618 будет пробито, то, естественно, следующее 3,618, но это 102. Пока все останавливается на 98. На 2,618 и на 98. Вот сюда куда-то примерно цена пойдет. Если будем учитывать, что это все одно большое общее движение. Так вы работаете с этой фибой. Как накладывать несколько фиб на одно движение? Так, сейчас я нарисовал, мне ее сохранить надо и назвать как-то. Есть какой-то метод подтверждения этого движения? На втором, наверное, Да, да? доу. Всегда доу. Не, ну вот, допустим, сейчас идет первое движение, да? Мы смотрим, вероятность второго движения идет. Первый, сейчас я подскажу, я сохраню. Это, например, у вас будет FIBA up. То есть вы будете знать, что это движение вверх, чтобы вы определили куда-то. И смотрите, у вас уже несколько шаблонов здесь формируется, вам не нужно ничего делать. Вы формируете те шаблоны и те FIBA, как вам нужны. Например, допустим, у нас на более раннем движении тоже была тройка. Вот она сформирована. Первое движение, второе движение, третье движение, 3 движения вверх, дальше никуда фиба не пошла. Я покажу, чтобы люди понимали, о чем я говорю, а то я эфемерно мышкой вожу, если люди как наблюдают, не понимая. Первое движение, второе движение,
Третье движение. Третье движение выполнено. Дальше у нас идет раз, два, три. Если бы мы этот разворотный паттерн правильно отработали, то следующее движение было бы на пробив, и тогда бы мы пошли наверх. Вот сейчас вот это говорит, когда мы развернулись и пошли вниз, именно вот это движение вниз пошли, это говорит о том, что в рынке есть слабость, и мы вверх никуда не идем. Соответственно, если мы вверх никуда не идем, то вот это вот все движение, это просто боковое движение в рамках вот этого тренда. Давайте посмотрим по этому тренду именно по самой стандартной простой фибе. Например, отсюда до сюда. Берем самую стандартную фибу, она у нас уже заготовлена, мы ее написали, фиб стандарт. Вот. Фиба стандарт. Вот мы ее натянули. Вправо. Сделаем ее, чтобы по ней видеть. Вот как мы гуляем сейчас по данной фибе. Вот здесь. По нее можно смотреть эту фибу, вот эти все движения. Например, еще и скальперской. Вам будет удобно понимать само движение. Но смотрите внимательно. Пока вот это движение не закончилось, или вот это движение, каким образом это определяется? Цена пробивает самый нижний лой, который мы брали по фибе, то значит фиба уже будет смотреться от всего этого движения. Если мы пробиваем движение здесь вверх, то соответственно мы смотрим уже основное большое движение, которое у нас было заготовлено заранее. Например, часовик мы открываем, и на часовике мы смотрим основное движение. Автомат включу, чтобы удобно было. Вот у нас есть выше движение. И опять же проверяем. Все пока по фибе идет. Смотрим все эти движения. Все пока по фибе идет, смотрите. Все концы, все сходятся. Но что я здесь вижу? Здесь видно очень большие неприятности у биткоина. Показываю их. Пока без фибы. Фибу уберу, чтобы было удобно показать. Это относится к тому, как мы с помощью Фибоначчи ищем точки входа и точки выхода. Смотрите. У нас здесь было сформировано первое движение, второе движение, третье движение. Это общее, большое, глобальное. Вот видите? Оно может быть иметь такой широкий вид. При этом у нас здесь была сформирована еще одна точка разворота, тройка. Сейчас заменю цвет, чтобы дальше было удобно. У нас движение восстановилось, и рынок начал рисовать еще тройки. Пробили, обманули людей, те, которые думали, что у нас еще движение вниз будет. Пробили их, выбили всех. Скажем так, скинули лишний балласт. И начали опять рисовать тройки. Вот эти тройки здесь нарисовали. И теперь мы вот в этих тройках здесь гуляем. И никуда из этого тренда выйти не можем. И это говорит о том, что в рынке слабость. Все это опять же зависит от троек. Ищите тройки и поймете, как это все работает. Теперь возвращаемся к фибе. Мы находимся в одном из трендов фибы. Вот этот тренд. Здесь мы по этому тренду гуляем. До тех пор, пока мы выше не вышли или ниже не ушли, мы пользоваться будем только вот этой большой, глобальной, одной единственной фибой. Но если вы торгуете внутри дня, вот 25, там 26, 7, мы вот здесь будем уже торговать скальперской фибой, потому что она здесь вам будет удобна. Переключаем ее на скальперскую. Просто выбираем ее из шаблона. И ищем точки соприкосновения. Так, еще и скальперскую. Давайте мы ее не будем вправо продолжать, а продолжим ее чуток, чтобы нам было видно. Вот так. Уровни все опять же видны. Смотрите внимательно. 768 уровень первый сформировался. От 0,5 уровня отбились. Это говорит о том, что формируется следующее большое движение. Пока мы еще стоим вот в этом золотом кармане. Видите, цена сюда пришла. В стороночку его подвину, чтобы было видно. Пока мы здесь.
И за счет того, что вы видите, что общее большое глобальное движение, мы еще не вышли за рамки 700-600, до 0, 700, 786, мы не ушли, то мы пока работаем вот в этой маленькой скальперской фибе, вот в этом движении. И это опять внутри дня. Вот начали 23-го, и пока в этом движении гуляем. Можно переключить меньше. И опять же таким же образом сделать. Берем и скальперскую фибу накладываем. От первой зеленой свечи до первого пика. Вот он. Опять проверяем себя. 618 забрали. Пошли наверх. Здесь до 3,82 чуть-чуть не дошли, но движение вверх идет. Скорее всего, опять же, это движение будет вниз теперь продолжаться. Это будет АБЦ-коррекция. Вот таким образом вы определяете уровни и фибы, также вы работаете. По гэпам или смотреть, например, есть ли у нас где-нибудь резкое восходящее движение, например, одной свечой. Где у нас тут японские свечи? Найти имбалансы, к примеру, и проверить, как по имбалансу мы прошли. Вот на этих свечах можно тоже посмотреть. По имбалансу есть свечи. Так, как мне здесь его показать вам, чтобы было удобнее? Пусть будет так. Для имбаланса нам вот эти все не нужны. Нам нужно только 3,82, 618 и 0,5. Так, единичку сбросил. Все остальные удалить. Они вам просто будут не нужны. Обычно я эти свечи делаю немножко светлыми, чтобы они не мешали. Например, 3,82 светленьким. Пятерка пускай будет. Тоже светленькой. 618. Тоже светленькой. А единичку прям совсем. И нолик. Чтобы они не мешали. Для чего это нужно? Вот вы определяете, куда может прийти в данном случае свеча. Вот это я, опять же, я настолько сильно утрирую, это не имбаланс. Но таким образом вы можете посмотреть свечи по имбалансу, куда у вас движение идет. Вот оно. То есть вот свеча должна быть протестирована где-то в районе 87 900. Как считается по имбалансу? 3,82 кольнули, уже считается, что имбаланс протестирован. 0,5 и от него отскочили, это значит движение будет продолжено вверх. 618, значит закрыли весь имбаланс, и с большей вероятностью мы опять пойдем тестировать единичку, то есть вниз. Вы за счет вот этой фибы себе все это сохраняете, знаете. Открываете эту фибу. Так, где она у нас? Вот она. И сохраняете ее в шаблоне как имбаланс. Таким образом, вы будете знать, как будет дальше поступать цена, как она будет себя вести. Закрывается имбаланс, не закрывается. Вот, чтобы вам удобно было. Вот примерно таким образом. То есть вот эта свеча синяя, она должна либо дойти сюда, либо до сюда, либо сюда. Все. В имбалансе это все, что нужно знать. Каким образом он будет закрыт. За счет того, что у нас еще движение вниз не закончено, за счет того, что короткая находится под длинной скользящей и объем по торговле в отрицательную зону переходит, скорее всего, вот сюда цена придет, пока отсюда будет отбиваться. Тот, кто торгует внутри дня, понимает, что 87 950 до 87 920, вот цена там до 87 900 может прийти. Видите, вот этот вот диапазон вы можете отторговать совершенно спокойно. Это то, что касается ФИБа. Таймфрейм, MACD на каком таймфрейме смотреть? Я любой индикатор смотрю на конкретном таймфрейме. Любой индикатор вы смотрите на любом таймфрейме, он либо отрабатывает, либо нет. Например, если слишком большой таймфрейм и для индикатора не хватает данных, он просто не включится. А если на слишком маленьком таймфрейме смотреть индикаторы глобальные, то он просто будет врать. Так что тут тоже надо аккуратно к этому относиться.
Есть еще вопросы? Пока вот я сейчас читаю, смотрю. Ну, В целом нет, наверное. да нет, конечно. Профиль объема только не получилось показать, да, как Ну, дополнительно. зараза, я не знаю Да, что-то. почему, А ну попробуйте но сейчас. Тоже не это. Вообще чудеса какие-то. Вообще чудеса. Странно, честно. что-то не прогружается. Вообще не прогружается что-то, да. А боковой есть у вас? Боковой есть, он тоже так же не Тоже не прогружается. прогружается? Вот точка, да, и видите, нет. М, Это очень странно. Странно. Так, вопросы были какие-то в самом начале. Кто-то что-то писал. Ребят, с точки зрения работы с ФИБО, то, что показал МС, на этом этапе есть какие-то вопросы еще? Что вам показать? Или, ну, исходя из того, что он сказал. Работы с золотыми карманами, с 0,5, с таймфреймами на ФИБе. Пишите. Ну, Как торговать низколиквидные активы? Прямо с языка низколик... хочется сорвать никак. Прям вот Нет, хочется сказать по никак. низколиквидные активы вам нужны только для того, чтобы купить внизу, продать вверху на первом попавшемся отскоке и бежать от него дальше, от низколиквидного актива. Мгм. Из низколиквидных активов я часто очень даю монеты, чтобы вы их рассматривали. Не покупали, а просто рассматривали. Так вот, кто с умом подходит к покупке низколиквидных активов внизу и продаже на первом же отскоке, зарабатывают деньги. Те, которые пытаются низколиквидный актив купить, держать его и пытаться на нем потом заработать, то потом не бывает. Они просто-напросто у людей забирают весь депозит. Ну и надо понимать, что низколиквидные активы это не для того, чтобы торговать крупным депозитом, это лишь малая часть, ну, по Да, мне. только, Очень только маленькая вот. часть для того, чтобы Да, поиграться но на... это мы отдельно сделаем стрим, расскажем, как, каким депозитом, куда заходить. Жалко, у меня не показывает профиль объема, я бы показал, каким образом искать точки входа, точки выхода при помощи ФИБы. Я не знаю, почему не показывает. Я честно при вас пытаюсь, вот, либо сбоит этот трейдинг view, либо Я что-то так такое, я не посмотрю. знаю, почему он не включается, зараза. У вас работает? Да, Проверьте. да, да, показывает. У меня показывает. Очень странно, но Я, показывает. я даже пытаюсь вот таймфрейм поменять. Не, у меня показывает. О, показал. О, супер. Супер. Давайте тут и будем смотреть. Переключим в хайки наши и будем смотреть. Вот смотрите, кстати, прикол. Я вам покажу. Есть одна вещь, за счет которой некоторые более-менее продвинутые люди, кто еще на Форексе торговал, тот, кто торговал еще акциями, есть одна стратегия, как отторговывать вот такую вот фигню. Когда вы, например, на каком-то большом таймфрейме определяете движение, где у вас находится середина профиля объема. Ну, максимальная, Всего да? Максимальная. максимальная. Вот именно по этому движению. Опять нужна фиба. Мы просто берем фибу. На середину этого профиля объема натягиваем ее, ну, до, примерно до максимального вот этого уровня. Сейчас я переключу саму фибу, чтобы она была полная фиба. Именно из шаблона то, что у нас есть стандарт. И смотрите, какие чудеса она будет показывать. Добавить надо 2,618. Где у нас 2,618? Двойка куда-то делась. Что-то... Ага, вот она у меня. Двойка куда-то делась. 2,602,5 пропало. Будем находить. 2,5. И вот смотрите. От этого профиля объема цена тестирует минимальный вот этот уровень. Сейчас я его подвину, чтобы его было видно. Обратите внимание. Вот этот уровень. Он тестирует. Видите?
Тестирование его прошло. И это все связано вот с этим профилем объема. Почему? Вот здесь, в этом профиле объема, здесь, на это нисходящее движение, сформированное движение, здесь находятся именно как вот маркетмейкеры сидят и видят, что здесь, ну, нужно установить, по крайней мере, профиль. Сюда нужно установить большие, там, допустим, объемы на покупку. Почему? Потому что они знают, что отсюда пройдет откуп. Вот этот откуп мы здесь и поймали. Именно из-за того, что мы видим основной профиль объема. Посмотрим по этому профилю объема. Вы какую цену говорили, что мы можем уйти наверх? А, Гоша. Смотря когда, в какой период времени. Разные были варианты. Ну, правильно. Так и надо Ну, всегда говорить. 90-92 это если была локальная цель, от нее шорт. Лонги на сегодня я бы рассматривал от, я уже не помню, от скольких я говорил, от 80, по-моему, 6, это первой зоне. И если вы просадили бы ниже, 83-84. В первом варианте 90-92, второй вариант 88-90. Ну вот Шорты смотрите, от по этому профилю 90-92. объема, если следующее движение будет сформировано, например, наверх, то именно вот по этому движению, а можно даже по всему этому движению посмотреть, по максимальному, вот отсюда, к примеру. Ну, он не изменился. Так, это у нас фиба не изменилась, нам профиль надо. Я не то двигаю. Я не то двигаю. Секунду. Сейчас я поймаю движение, чтобы всем показать. Вот она. Да что ж такое-то? По этому всему профилю объема и по всему вот этому накоплению, которое или распределение здесь было, то если вдруг это остановка, и мы здесь не останавливаемся, а идем намного выше, то, скорее всего, цена тестирования будет 130 тысяч. Да, вполне вероятно. Это вот та цена, куда он максимально может прийти, 132, 131 900. Это вот все, куда это движение может прийти именно из-за этого вот накопления и распределения. Почему? Во-первых, здесь очень большой объем. Заново купить этот объем ниже, чтобы вот еще выше тянуть, смысла уже нет никакого. И за счет этого сформировано будет движение на отскок, и движение будет вниз. Закончено, все. Дальше уже распределять не будут. Но если здесь, вот обратите внимание, что мы сейчас стоим по фибе, я попробую повыше поднять, чтобы было видно, 1,618. Вот я вот так вот украду это движение, вот оно. Мы сейчас его тестируем снизу, это движение. И если здесь мы отобьемся от 618, то следующее, куда мы пойдем, это цена 2,618, 2,5, 2,618. А эта цена как раз 74,75. То есть вот от этого движения сюда мы можем пуститься на 74,75. Если мы здесь не останавливаем, следующая цена 62. Это люди потом говорят, вот вы там колдуете эту цену, нафиг она кому нужна. Запросто мы можем сюда уйти. На 62 находится месячная зона справедливой стоимости. Но в чем весь секрет? Если Да. мы начинаем тестировать всегда ценой самые-самые экстремально низкие уровни по данному движению, например, 3,618, 4,618, с большей долей вероятностью движение наверх будет сформировано точно таким же образом, только уже в обратную сторону. Я вот фибу переверну, чтобы люди понимали. Так фиба работает. Именно так работают трейдеры. Значит, следующее у нас движение будет 145, либо 165. Это именно из-за этого профиля объема, тот, который мы нашли, и тот, который профиль объема сформировали вот именно здесь, на этом движении. Вот такими секретами они пользуются. Вот таким образом они смотрят, куда мы можем по этому движению дойти. Дальше. Не только по этому профилю объема, если смотреть. Как смотреть по профилю объема, где нам закупаться, где нам продаваться? К примеру, вы увидели вот это движение, вот эти тройки. Вот они. Это тройка. Сейчас я уберу, чтобы она не мешала. Вот эта тройка. Сейчас я ее покажу еще раз, чтобы люди поняли. Вот эта тройка.
Мы вот здесь видим, что цена вниз идет тройкой. Мы спокойно здесь можем уже сохраняться для того, чтобы ставить ордера, чтобы дальше откупить и пойти наверх. У нас есть это движение. Мы даже можем каким образом проверить, что мы откуп прошли, у нас формируется вот это вот движение, вот это, называется шип. А, Я для всех скидывал Obsidian в прошлый раз. Там есть прикрепленные материалы для изучения индикаторы и паттерны сетапа. Так вот, один из паттернов SHIP, который работает практически на любом движении, практически везде его можно увидеть, вот эта вот часть, мы всегда видим, что вот они, либо уровни плечей одинаковые, либо одно плечо выше, значит, если оно выше, значит, движение будет идти наверх, если оно ниже, значит, движение будет идти вниз, и так вот можно определять те движения, которые у вас будут. Если вы увидели этот шип и видите, что у нас движение формируется вот этими дальше этими тройками, цена вниз уходит, вы можете вот здесь уже закупиться. И дальше цена пойдет наверх, вы просто отработаете в скальпинге. Как проверить, где конкретно эта цена, где сформирована, каким образом? Вы берете и по всему вот этому движению, именно по этому движению всей этой тройки, смотрите, где у нас есть профиль объема. Максимальный профиль объема туда, куда ударилась цена. Вот она ударилась цена, и здесь танцует все. Здесь самый большой проторгованный объем. Если этот объем пробивается, хоть каким-то образом пробивается выше, с большей долей вероятности, мы пойдем искать другой профиль объема. Вот у нас есть здесь цена. Сейчас я ее нарисую. Вот он. Либо мы пойдем вниз от него, от основного этого движения. Но опять же, можно его пересчитать будет со всем движением общим. Вот, например, вот с этим. Видите, мы все равно здесь стоим. Вот первый уровень, здесь даже дырка, здесь точно вниз полетим. Надо смотреть тогда на всем основном движении. Но если здесь пробиваем, то цена 95 – это критическая цена для этого движения. Здесь у нас будет вторая точка остановки. И здесь мы будем смотреть, куда мы пойдем дальше. Для этого можно смотреть еще выше профиль объема. Ну, например, вот это движение все, где оно было сформировано. Следующее движение в 105. 105 600, вот здесь будет следующее. Вот каким образом будет это движение здесь отрабатываться, если мы идем наверх. Первое, если это вот этот профиль объема, где сейчас в данный момент мы остановились. Так как у нас здесь уже есть этот паттерн, который называется восходящий треугольник, там, где выполнены все три движения, плюс у нас здесь точка остановки есть, у нас нисходящее движение. Дальше будет видно. Либо мы идем вниз в продолжение этого движения, либо выйдем чуть-чуть за рамки вверх. И здесь откупиться не дадут, а продавят вниз именно продавцы. Вот, в принципе, все, как это по этой фибе вы работаете, как вы работаете по профилям объема, какими стратегиями вы определяете, где вам в рынок зайти, где вам выйти. И все это вместе работает, если правильно этим пользоваться. Гоша, все. Вопрос был по поводу еще один. Как временные отрезки тянуть? Ну, наверное, имелось в виду вот эти полусферы, полукруги. Полукруги, полусферы. Видимо, для того, чтобы определить наиболее вероятностные сломы. Это интересно. Все очень просто. Все очень просто. Берете вот такие палки и определяете. Вот отсюда было одно движение основное. Слишком толстая палка и неприятный цвет. Ну, пускай будет вот это. Более приятный, более отвратительный. У нас есть пик следующий. У нас есть пик следующий.
Ну, будем считать, что он тут. И у нас есть пик следующий. Нисходящее первое движение. Берете, где у нас тут в объеме, и начинаете рисовать. И все движения видите. Обратите внимание, в третьем движении мы сюда и пришли. Здесь мы находимся в середине движения канала, то есть еще движение продолжится до 2 апреля 2025 года. 2 апреля это у нас что? Вторник? Не знаю, наверное. 1 апреля, вторник. Значит, со вторника на среду у нас здесь будет либо разворот вниз движения, либо большое пробитие вверх. Середина дуги, да? То, что вы говорили. Да, ну, здесь же отрезки отмечаются не только нисходящим движением, но и верхним движением. Вот, например, вот здесь мы видим, что у нас здесь был экстремальный низ. И оно не должно обязательно совпадать. Это не так работает. Рынок не работает прям точно 100% сюда, 100% сюда. Вы просто определяете. Как и здесь вот можно было определить. Вот он здесь по этому пику. Значит, вот нисходящий пик, вот видите, вот он еще здесь. Ну, давайте я вот буду рисовать лучше, чтобы людям было все более понятно. Вот смотрите, вот он, середина канала, вот это вход вот в временной цикл. Движение, когда все движение закончилось и началось явное нисходящее движение, вот оно. Первое нисходящее движение, хоть оно сюда и пришло, и здесь оно в цикле есть, но вот оно, основное движение закончилось. Ну, приблизительно здесь. Мы его видим. И вот таким вот образом вы определяете временные циклы. Вот они. Вы можете определить, что вот следующий временной цикл, вот это середина, это получается с 1 на 2 апреля, там в 9 утра уже будет движение либо нисходящее, либо наоборот восходящее. То есть здесь вы будете смотреть по этому. Так как у нас здесь все время было нисходящее движение, с большей степенью вероятностью пойдем он тестировать 95 сюда. Время еще есть. Это опять же недельный таймфрейм, ой, 4-часовой таймфрейм. В 4-часовом таймфрейме как бы легко ошибиться, надо старший смотреть. Давайте старший посмотрим. Что-то график растянулся у меня. Удалим эту всю фигню. Во-первых, сделаем послабже и тоненьким, спортивно. Давайте посмотрим. Весь временной цикл. Здесь он у нас начался. Здесь была первая останова. Вот она. Первое движение нисходящее, вот оно здесь. Вот он, пик у нас приходится ровно поверху. И идет нисходящее движение. Здесь у нас пик. Здесь, скорее всего, отскок закончится. Мне вот эта вот фигня напоминает отскок дохлой кошки. После окончания каждого движения. Вот он. Я не знаю почему, но мне все время кажется, что это вот как раз вот последнее движение. Идет отскок, и движение идет вниз. Не знаю почему, мне это кажется. Опять же, если смотреть на BlueX, вот, например, здесь, на логарифме, я уже говорил, что у нас вот этот с двумя пиками 13-14 год очень сильно напоминает мне вот это движение. Вот оно, эти два пика. Естественно, весь график уплощается за счет того, что он становится тяжелым. Вот поэтому здесь мы эти два пика и видим. Не знаю. Если по RCI включить, где у нас там RCI? Куда-то я его загнал. Ну, сейчас включится, наверное. Не буду перезагружать, чтобы не ломаться. Но по RCI, вот, скорее всего, здесь это есть как раз нисходящее движение, а здесь пик, скорее всего, пришелся. Давайте посмотрим на меньшем таймфрейме, на дневке. Сейчас я все это лишнее уберу. Ага, вот он включился, зараза. Ну да, видите, вот он показывает здесь пик.
И здесь он уже пик показал тоже, кстати. Ну, все. Так, Значит, дальше мы в дебри залезем, люди уже забудут, зачем мы пришли. запутались, да. Тут вопрос был, значит, что по альте, вкратце скажете? По альте держите альту, никуда ее не продавайте. Есть возможность докупать, докупайте. Не на что докупать. Смотрите, радуйтесь за рынок. Альтсезону быть, альтсезон будет, и он будет большой. Я не скажу, что он будет на миллионы иксов, но то, что он как минимум 10 иксов получите, это 100%. Некоторые говорят, не ради 100, это 10 иксов мы сюда пришли, а ради 100, значит, надо было заходить сезон назад. Тогда были 100 иксов. Сейчас будет меньше. Может быть 30, может быть 50 по некоторым монетам, но это опять же мелкокапы. А по хорошим монетам, скорее всего, ну, 10 еще иксов от текущих цен получим и все. Но альтсезон будет, не переживайте. Это не так работает. Крупные игроки вложились в блокчейны, крупные игроки вложились в криптопроекты. То, что там делает Майкл Сейдлер, BlackRock и все прочие, и же с ними, они немножко другим занимаются. Они пытаются получить объем рынка. Они забирают объемом. Кто меня знает, я часто очень говорю, что если вы хотите набрать позицию, то вы набираете позицию в объеме. Потому что некоторые $100 тут, $100 тут, $100 тут. Потом получается, что у них портфель из 50 монет, и все 50 упали, потому что все они скамные, а со $100 денег не заработали. И эти $100 приносят прибыли только, например, 15 или $20. Люди после чего и начинают расстраиваться и уходят с рынка. А если вы набираете объем, например, если вы сейчас наберете объем по филу, это с большей вероятностью вам принесет деньги, чем если вы сейчас наберете ту альту, которая уже летела и показала миллионы иксов. Смысла в этом нет. Ну и мелкокапы. Если эта мелкокапа никому не нужна, она только что сделанная, эти идиотские мемы и все прочее, то в таком случае можно просто потерять деньги. Как раз спрашивают, что такое, или до какой капитализации идут низколиквиды? Э, Дело не в том, с какой капитализацией. Все зависит от того, сколько дураков в рынке. Если низколиквидные мелкокапы, никому не нужные, вдруг неожиданно начинают пампить, то там пофигу, какая капитализация. Вы же видели, Трамп неожиданно получил весь рынок до такой степени, что осушили, биток начали продавать, лишь бы это. Начали сбрасывать альткоины, которые и так уже просили, а люди их сбрасывали, пытались войти в Трампа, а он еще и сильнее потом упал. Здесь дело не в том, какая будет капитализация самого вот этого альткоина. Здесь нужно смотреть, где, в какой фазе рынка вы находитесь. И последний у нас тут писал товарищ. Вы же говорили, рынок вниз пойдет, показывали в Да, я и Вайках. говорю. Я и Раз говорю, уж да. про рост, это выходит из картины по Вайков Том. Не выходит. Прослушайте еще Давайте раз посмотрим. внимательно, да, вы, наверное, что-то ошиблись. Н- Рост может быть а, локальный, а МС говорил о том, что сейчас он, скорее всего, с большей долей вероятности видит, что могут закольнуть пониже, прежде чем вернут его обратно к началу осени. У нас в этой части совпадает история, что в конце цикла могут сделать перехай. У него там есть зона от 120 до 160 при совсем уж оптимальном варианте. В реальности это 123-130. Даже, наверное, ниже. Посмотрите внимательно вот на этот график. Видите дабл топ? Видите этот отскок? И движение идет вниз. Вот оно, это распределение. А всего лишь только это другой рынок совершенно. Вы обратите внимание, вот это длинное накопление. Давайте я его вот сюда сдвину. Или нет, я вот так копирую картинку, а сюда ее перенесу. Давайте посмотрим. Чем вам не картинка, Вайков? М? Вот это распределение, вот оно. Вот оно, это распределение вверху. Вот он, дабл топ.
Сейчас я его попробую как-нибудь сюда аккуратно, чтобы он точно... Вот. Почти совпадает. Вот он, даблтоп. Чем вам не нравится? Вот этот отскок, смотрите. Вот он чуть вниз. Вот он вверх. Вот он. То же самое. Чем он вам не нравится? Вот он Вайков. И никаким образом он не говорит о том, что я сказал, что мы летим сейчас на 165. Я и сказал, что я не ожидаю движения вверх. Мой прогноз такой и остался. Это было ровно 20 минут назад. Я об этом сказал. И что сейчас у нас здесь есть линия остановок, которую мы тестируем, и, скорее всего, мы дальше пойдем просто вниз. Причем можем вот так обрушиться. Вот. Зарисуйте. 45, 46, не знаю, но вот 73, 74 вариант есть. Вот смотрите, вот это движение, вот оно здесь. Вот это М-ка, вот она здесь. Вот оно сформировано, это все движение, видите? Вот оно. Вот оно, движение здесь. Накопление до накопления. Скорее всего, даже здесь его можно сделать. Как угодно. Вы просто разберите, что такое Вайков. Я давал пару стримов назад Obsidian. Зайдите туда, там в дневнике трейдера я добавил документы. Очень много. Книги и в том числе паттерны сетапа. Мало того, я туда прикрепил третье издание Томаса Булковски со всеми вот именно этими паттернами, как они работают, где их смотреть, каким образом применять. Вы их там найдете, и все там это есть. Я от своих слов не отказываюсь, пока я не вижу движения вверх. Человек пишет, второго отскока нет вайков такого. Дело в том, что не Вайков распределяет рынок, и не Вайков этим рынком торгует. Отскок может быть и выше, и больше. Это не значит о том, что движение будет 100% соответствовать тому, как он в книжке нарисовал. Однажды на одном стриме я сказал, там человек, ютубер, любит рисовать желтые линии и желтые стрелки вверх. Я ему сказал, график не идет по желтым стрелкам и не останавливается, потому что там желтая стрелка или желтая полоска. Так и тут. Вайков не работает таким образом. Это просто паттерн. Это говорит о том, что движение по Вайкову может быть намного ниже. Здесь, посмотрите, у Вайкова, попробую увеличить, чтобы яркость была больше, у Вайкова есть четко нарисовано М. Есть нижняя граница М. И видите, вот этот вот хвостик заходит за эту границу, заходит за эту границу вверх. Давайте посмотрим, где у нас здесь эта граница. Если мы видим, что вот это низ, а она заходит выше, то, скорее всего, движение может быть 95-97. Вот сюда мы можем выскочить. И если цена выскочит до 102 600, это ничего не значит. Это значит, цена может отсюда отскочить вниз. Здесь я могу нарисовать, чтобы вот вам проще было, могу нарисовать 1 и 5, например. И это значит, что цена может сюда дойти. Все зависит от профиля объема, который мы пытались натянуть сюда. И он профиль объема. Не работает он здесь. Зараза. Опять. На другом графике работал, здесь нет. Надо проверить, что с этим графиком не так. Ну вот, каким образом вы можете посмотреть. И это не означает о том, что здесь график может остановиться. Так, где он у нас? Сейчас, секунду. Переключу. И по Вайкфу мы можем совершенно спокойно дойти вот сюда. И потом только пойти вниз. И это не отменит самого Вайкфа, потому что это вот это распределение уже, это факт стопроцентный, что вот это распределение. Но хочу, чтобы люди понимали, что распределение это не диагноз. Почему? Сейчас я покажу, чтобы все понимали. Вот здесь был нисходящий паттерн. Нисходящий. Ну, опять же, я его рисовал, это была тройка, та самая знаменитая тройка. Вот она по этой тройке пошла, тестировала, ушла наверх. И это было тоже распределение. Но в данном случае это было до накопления. Таким образом вымораживали людей. Здесь мы сейчас пришли в этот паттерн, и здесь мы находимся точно в распределении.
Здесь людей морозит, здесь людей заставляет встать в лонг и поверить, что мы в лонг пойдем. Заставляют здесь это сделать. Именно так это работает. Но если вдруг цена резко уйдет вниз, и здесь она будет еще ходить вот таким вот образом и пугать народ, что мы точно идем вниз, то все знают, что это обыкновенный паттерн, такой же, который показывает отбивку наверх. Потому что такие паттерны пробиваются наверх. Я на самом деле жду именно вот такое движение, чтобы оно было закончено к октябрю месяцу, и тогда мы уже пойдем окончательно в медвежку. Ну, медвежка будет уже немножко другая, она вот таким образом пойдет. Вот так я жду. Но мои ожидания к рынку никак не относятся. Это не значит, что Вайков ошибся, или я дурак, или мы глазам своим не верим. В данном случае мы никуда не летим. Если вы скажете, что мы уже летим, откройте глаза. Вот здесь распределяли, мы находимся ниже зоны распределения. Зона распределения здесь вот. Я ее очерчу. Вот она, зона распределения. Мы до нее еще даже не дошли. И даже если мы выскочим за эту зону, это не опять не значит, что мы можем, это не можем вниз пойти. Мы можем отсюда пойти вниз с большим грохотом, потому что здесь будут распределять еще больше. Те, кто не успел здесь продать, и кто сейчас сидит в нереализованной прибыли. Гоша, попроси, пожалуйста, МС ответить на мой вопрос. Не занят, не видит. У меня просто несколько мониторов, могу не Сейчас, видеть. Еще раз, что за секунду, я вопрос? сам не вижу. Так, До каких уровней примерно он может вырасти май-апрель? Если не сложно, угу. пожалуйста. Я уже показал. 92-95, он может и до 102 дойти. Никаких проблем с этим нет. Ну вот ключевой уровень сейчас, мы это в самом начале стрима об этом сказали, причем сошлись во мнении, там Да? проходит и трендовая, там проходит и зона справедливой цены дневного таймфрейма, это зона 92. 92 примерно, ну средний 92-93. Вот надо сейчас наблюдать за ней. Если прорыв по ней, прорыва на ней не будет объема, не будет ликвидности, не будет интереса в ETF в общем фоне, то скорее всего от нее нас потащат ниже. Если мы ее прорвем и закрепимся выше, значит будет попытка собрать уже историю в зоне 98, 97, 100. Вот ТМС ее эту зону тоже показывал. Там будет наибольшее сопротивление. Вот, собственно, и все. Я могу, кстати, ее показать. Ее там прям отчетливо видно. Я ее показывал. Угу. Забирайте у меня монитор, больше ничего показывать не Вы буду. можете даже не выключать. Хотите выключать, хотите нет. Тут Нет, ну лучше отключить, конечно. Не важно. Я могу просто вот сейчас дать. Угу. Только мне, ага, у меня все включено, Я все отлично. раздал, просто сейчас я посмотрю, ее видно или не видно. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайки. И еще, когда мы сделали первый стрим по индикаторам и потом по тому, как индикаторы настраивать для торговли, мы попросили люди, сделайте нам отзыв, нужно нам вообще такое делать или нет. Мы просили это, сделайте, пожалуйста, в этот раз. Потому что когда мы сделали дневник трейдера, люди развернулись, 2 человека только написали, мы сделали, все, спасибо. Хотя мы просили, что нам интересно ваше мнение, это надо написать будет после стрима, под стримом внизу, не здесь в чате, потому что чат половина не загружается, половина не видно. А нам хочется видеть ваши отзывы. Если нужно, мы потом продолжим, мы будем другие вещи рассказывать. Нам есть что рассказать, есть что показать. Опыт и у Гоши есть, и у меня немножечко там чуть-чуть прям малясенько есть. Я тоже есть чем поделиться, так что пишите нам, пожалуйста, отзывы под стрим, не стесняйтесь. Нам это важно, потому что чем меньше отзывов по стриму, тем меньше желания продолжать это делать. Да, вот я показывал в самом начале. В целом это индикатор. Всем не видно. Почему не видно? Я запустил. Не знаю, видно только мне. Видно, просто чуть позже прогрузится сейчас. Не, я вижу только это он. Ага, видно, вот теперь видно. Видно. Индикатор Smart Money, он работает по принципу стратегии Smart Money. Он показывает зону справедливой цены 93. Здесь же проходит трендовая. И сюда стараются потащить цену. Но стоит обратить внимание, что, во-первых, немножко спадают объемы. Видим по
Причем и медвежьи объемы, и бычьи, то есть общая тенденция на объемах. Поэтому на низких объемах дотащить могут, а вот прорвать это уже такой достаточно сложный вопрос. И думаю, что скорее всего нет. С большей степенью, поэтому сегодня, обозначая уровни, я именно от этой зоны обозначал шорты. А чуть ниже от зоны, ну, я смотрю еще по лучам, у меня много различных методик, я показывал, откуда брать лонги. Это вот 83-84 была глубокая просадка, откуда можно было брать лонги. И верхние трендовые паутины как раз находятся в зоне справедливой цены до 91, да, можно было забирать. Если говорить о трейдах, ну, у меня автоматизация по этому поводу работает, поэтому я сам особо стараюсь на такие истории не лезть, потому что я не могу одновременно оценить очень много. Ну, вот то, что МС сегодня показывал, представьте себе, сколько времени нужно потратить, чтобы отработать такую механику. Я то же самое, в принципе, в целом, только просто автоматизирую. Поэтому сейчас наблюдение за уровнем 92-93 – это наибольший интерес сейчас с точки зрения прорыва. И там же, скорее всего, если оценить, но мы тоже это автоматически делаем, можно и вручную это сделать, если оценить книгу ордеров, оценить зоны интереса по Smart Money, их вот тоже видно, либо поставить любой другой индикатор, либо вручную нарисовать ордер-блоки, имбалансы, боссы, четчи и так далее. Вы видели, да, что сейчас на TradingView добавили Smart Money индикаторы? Вообще можно не знать. Да, можно не знать. Да, включил индикатор, они тебе показали в сезон, да их там десятки теперь. Мало того, там же есть платные, они очень дорогие, те, которые 100% показывают и зоны имбаланса, и все, что там нужно, все есть. Отсюда, смотрите, я сделал по-другому. Я собирал из множества индикаторов, собрал в кучу, потом дал программисту и сказал, пожалуйста, сделай мне то, что мне нужно. Я убрал отсюда чочи, я убрал отсюда боссы, вот эту всю историю я отсюда убрал. И имбаланс убрал. Мне нужно было только зона интереса. Самое главное. От какой зоны купить и до какой зоны держать. Купил от одной зоны, держишь до другой. Локально, либо на крупные истории. Ну, либо на крупных таймфреймах. Все. То есть вот, когда зона схлопнулась, она схлопнулась. Вот здесь. Он точку рисует, что зона схлопнулась. Значит, отсюда он будет двигаться до следующей зоны. Ее сейчас здесь не видно, но она здесь была. Он ее закрыл. Все. Вот оно движение, он взял. По этому принципу работает мой Smart Money. А так их на самом деле, наверное, появилось что-то. Там очень много. Smart. Там даже есть очень дорогие платные. Я там видел, что один платник мне попытался его почитать. Какой из них? Это то, что у меня установлено. Вот Люксальга есть. Smart Money. Сейчас я включу. Он, видите, все, он нарисовал вам уже зоны интереса. Причем попадают полностью с этим, с боковым профилем объема. Он с моим совпал частично. Вот. Частично. Поэтому все есть. Человек спрашивает, как падение биткоина вписывается в альтсезон. Он самым прямым образом. Если конечно. Теперь смотрите. Там не будет сильного падения при альтсезоне, по-моему, да, МС, если я не ошибаюсь? Не совсем. Не было. Да, давайте я скажу. Сейчас рынок немного изменен. Если раньше институционалы были в рынке, но они это накапливали все так, чтобы регулятор не видел. В основном покупали на OTC, что они сейчас, кстати, продолжают делать, поэтому цена не реагирует на их покупки и продажи. Но все, что самое интересное, это будет происходить потом. Раньше институционалы не участвовали в полном распределении, в полной продаже. Вот сейчас рынок изменился. Каким образом? Институционалы ушли в тень. Они там себе спокойно накапливают. Их задача накопить, обобрать этот рынок. Но крупные игроки, именно трейдеры, крупные трейдерские конторы, целые сборища трейдеров в разных странах, объединенные в кланы, которые двигают рынком поперек маркетмейкеров и разувают участие маркетмейкеров, и наоборот, маркетмейкеры разувают этих крупных трейдеров. Вот они не стараются накопить биткоин на большой объем для того, чтобы его тащить через 4 года. Умный трейдер не дурак. Он не морозит на 4 года деньги. Нет смысла морозить деньги на 4 года и ждать, когда через 4 года у тебя будет биткоин-сезон, чтобы его можно было продать в тот момент, когда он опять станет еще дороже, а потом опять его ждать, когда продавать. Они так не делают. Они откупили движение тренд, они создают. Вот это движение по Доу, это как раз это движение составляют именно крупные игроки. Они накопили объем снизу.
Они двинули рынок. Дальше в этом рынке им нужно показать, куда рынок будет двигаться. Они определили движение рынка, добавили второе движение по Доу. Вот туда уже подключаются мелкие инвесторы, туда уже подключаются трейдеры средней руки. Средней руки это миллион, два, 10 миллионов. Это средняя рука. А вот уже потом подключается розница. Розничные инвесторы это вот там $1000, $10 000, 50, 100 000 долларов. И вот потом в самом последнем движении подключаетесь вот те как раз люди, которые спрашивают, когда будет альтсезон. Они подключаются в самом последнем движении. Им по большим ценам продают этот биткоин, и потом начинают в течение полгода рассказывать, что он идет на миллион. Безголовые, вот видели, там «Всадник без головы», есть такой рассказ. Вот часть ютуберов безголовых говорят, мы летим на миллион. Люди их слушают, покупают для того, чтобы деньги свои заморозить и ждать, когда в следующем сезоне, возможно, продадут. Таких очень много. Ну, миллион Они летим, только попадают. лет через 5-10, может быть. Может и летим. Нет, я вчера там одного ютубера слушал, он уверенно говорит, да вы что, мы сейчас только на 200 идем, и это будет только первая останова. Я думаю, по движению по Доу, если 201 останова, вторая точно миллион. И он тут же через минуту говорит, конец этого движения это $1 000 000. Я думаю, как это конец, что, с ума сошел? Если уж до миллиона дойдет, то будет и 10. Так и тут. Именно потому, что крупные трейдеры, очень крупные трейдеры и трейдеры, которые средней руки, они это все накопили только для того, чтобы на этом движении заработать и продать, выйти в кэш. А куда они выходят? Они выходят в другую альту. Другая альта, та, которая приемлема. Та, в которой они участвовали в создании блокчейна или каких-то там, я не знаю, финансовых структур. Или, если они участвовали в создании какой-то определенной монеты под какую-то определенную задачу. Вот, например, Telcoin. Мы же на него смотрим, а половина народа вообще не представляет, что такое Telcoin. Так он за 3 года изменился до такой степени, что он получил лицензию в США, которая Telcoin, на выпуск собственных стейблкоинов. Я сначала не понимал, зачем они рвутся в эту систему, чтобы еще и собственные стейблкоины выпускать. А оказалось все очень просто. Трамп своей рукой там и своим ртом рассказывает о том, что он купит сейчас биткоин в большое количестве в резерве, а сам вчера информация пришла, что вся структура там этот, как он называется, вся структура, фонд Трампа, они уже создали свой стейблкоин на BNB, Да. стейблкоин на USD1 на BNB. Это вообще... То есть они одно говорят, чтобы люди слушали и надеялись, что завтра миллион, а на самом деле там нет миллиона. Они делают совершенно другие дела. Они делают стейблкоины, потому что им доллар легче контролировать, чем биткоин и все остальное. Поэтому в какой-то момент времени на рынке придет информация, что никто не собирается заниматься этим биткоином прямо сейчас. Может быть, в будущем он будет, а сейчас вот конкретно нет. Нам надо заниматься стейблкоинами. И те люди, которые надеялись, что будет миллион, они будут продавать этот биткоин, вот оттуда возьмутся панические продажи, оттуда возьмутся деньги в рынок, и оттуда возьмутся все деньги для того, чтобы двигать альту. А в альту двигать будут, потому что вы не будете сидеть в долларе. Зачем вам этот доллар, если вы зарабатываете на рынке как трейдер? Вы будете брать интересующий вас актив, чтобы на нем заработать следующее движение. Так как это альткоины, то, естественно, они все миллиарды туда вливать не будут. Они будут распределять между другими этими монетами, и блокчейнами и проектами. Вот и все. Мгм. Кстати, Почему укатали проект Starknet? Да все укатали. Ну, посмотрите на рынок. Все денутся. лежит. Но это не, опять же, не из-за того, что Стартнет плохой, или там Хидера плохая, или Фил плохой, или Эфир. Вот. Эфир больше не вырастет никогда. Ну, что это за чушь? Вырастет еще Пишет, как. лайткоин не упал особо. Но лайткоин, уже обговорили об этом неоднократно. Лайткоин, во-первых, это старичок такой, достаточно старый. И не сильно волатильный. Не сильно волатильный, и более того, лайткоин представлен в большинстве обменников. Там, где есть либо песочницы для работы с криптой, либо в какие-то уже страны, которые ее позволяют ею пользоваться. Лайткоин практически везде представлен.
Поэтому он не сильно и укатывается. Ну да. Кстати, в зоне интереса и 0,5 FIBA, то, что вот МС показывал, одна из ключевых. И объем здесь сверху тоже начинается. Да. Вот основной Поэтому объем, здесь все... 0,5 классический, по классическим FIBA. Поэтому самый основной уровень следите 92. А можешь прямо отсюда? 92, да. 88, 332, поддержка 86. Вот что показывает наша система о целесообразности либо удержания позиции, либо ее закрытия. Как распределяется стоп-лоссы, оценивает цену средневзвешенным объемом, оценивает очень много показателей. Самое главное, люди, когда вы приходите на этот рынок, все слышат слово теханализ или теханализ не работает. Когда вам говорят, что теханализ не работает, вы не слушайте этих людей. Они, скорее всего, либо сами не разбираются, либо не понимают, как это работает, либо просто врут вам в открытую. Теханализ работает всегда. Мало того, я вам открою большую, огромную тайну, которую никто не знает и не догадывается. Теханализ для каждого человека свой. Потому что у вас свои собственные задачи в рынке, у вас свои собственные в рынке цели. Если вы хотите заработать прямо сейчас $100 с тех денег, которые у вас есть, например, у вас есть $1000, $100 это немного, это всего лишь только 10% от всего вашего депозита. Это несложно заработать. Вы можете заработать в течение дня, например, по 1%. Вот вы заработали 10%, вот вы уже заработали $100 от 1000. Вот ваши деньги. Теханализ будет работать на ваших таймфреймах, на вашем объеме, и он будет работать именно так, как вы будете к этому подходить. Но теханализ будет работать классически, он никогда не будет работать вычурно. Например, некоторые ютуберы рисуют изогнутые линии с параллелограммами, которые потом неизвестно куда упираются, и желтой стрелкой вверх. Это человек, который не понимает, как рынок будет работать, потому что он не видит уровни, он хоть раз смотрит уровни, нет, он хоть как-то определяет, где на каком уровне точно 100% находится объем, где на каком уровне этот объем проторговался. У вас же есть все инструменты. Вот, например, сегодня я вам показал FIBO. FIBO работает в ключе не только с горизонтальными уровнями, которые строятся, но он еще работает с профилями объема. Если вы рисуете наискосок линию и пытаетесь к линии кривой привязать ту же самую фибу, так работать не будет. Фиба работает горизонтально. Профиль объема работает горизонтально. Все линии поддержки стопа работают горизонтально. Поэтому к рынку к этому нужно относиться таким образом. Да, маркетмейкер может хулиганить, он может любую фигуру сделать так, как ему нужно, потому что он понимает, что в рынке очень много людей, которые разбираются, которые понимают, как работает рынок, как работают паттерны, как работают сетапы. Что такое паттерн? Это неоднократное повторение. Почему эти паттерны работают? Потому что люди совершают одни и те же ошибки. Зная это, именно вот эту психологию трейдинга, это самое важное. Если хотите, я целый стрим могу вам посвятить психологии рынка, рассказывать, как уровни работают, каким образом работают, включая свечной анализ. Это очень будет интересно послушать, потому что, например, не все люди знают, как работают свечи, свечной анализ. Они включают хайки наши и шуруют с утра до ночи по хайки наши. А на самом деле свечной анализ намного интереснее всего остального. Так вот, психология трейдинга в свечном анализе 100% имеет корреляцию. И если вы знаете, и у вас есть какие-то определенные цели, и вы знаете, как и психология толпы работает, как работают паттерны, вы всегда можете этот паттерн определить в рынке, в свечах, в движении, и на этом заработать просто. Это очень просто. Учите те самые элементарные вещи. Азы, просто азы. Никто не говорит, что вам надо завтра выучить смарт-мани. Выучите что-то одно. Как говорил Брюс Ли, я не боюсь человека, который знает 1000 приемов. Я боюсь одного человека, который знает один прием и изучает его 1000 раз. Вот так и здесь. Вы изучите что-то одно, и вы точно 100% будете в этом рынке разбираться. Чем вам не нравится Хайконеша? Хороший график. Ну, график хороший, но вы же не видите все движения. Нет, конечно, я смотрю и так, и так. У меня просто индикаторы заточены под них.
они удобнее. Hayek и Nash мне очень удобно показывает выход. Очень удобно. Я не могу это настроить по своим алгоритмам, не могу это настроить на классических свечах. Они будут выдавать ошибку. Я уже это показывал неоднократно. Это просто отлично работает. Ну, во-первых, я даже без каких-либо настроек алгоритмов вижу, да, когда идет слом, если точка появляется, вот, ну, два сигнала появляется. Это означает, что сработал и ордер блок, и сработали основные алгоритмы. А выход я ищу. Сейчас, как здесь открыто-то? Открыто. Вот у вас индикатор. Все люди сейчас смотрят на ваш индикатор. Угу. На вашем индикаторе вот увеличить его, можно приблизить его, чтобы было видно, например, одно трендовое движение прям хорошо. А теперь посмотрите внимательно на эти свечи, которые пронумерованы. Угу. Почему я говорю ищите тройки? Весь рынок работает простыми числами. Весь рынок. Третьей свечой вы имеете в виду? Это не только третьей свечой. Простые числа, это которые делятся на саму себя и на единицу. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 и так далее. Вы можете, вот таким вот образом рынок и работает. Если вы увидели 3 свечи, то следующая свеча будет либо противоположного цвета, либо, если она будет того же цвета и того же тренда, то с большей вероятностью у вас будет не 4 свечи, а именно 5. И значит тренд будет продолжен вверх или вниз, это не важно. Просто смотреть на свечи. Это и есть, вот посмотрите, очень хорошо и красиво эти свечи отрабатывают. И в основном в большей степени, то есть это не всегда на 100%, но в большей степени свечи работают именно как алгоритмы простых чисел. Посмотрите, посчитайте свечи, просто посчитайте, включите минутку, включите биткоины, на минутках считайте свечи. И вы увидите, что в простых чисел будет намного больше. Да, Sequential Есть поставьте, у меня специально... в чате, если вы наберете в поиске Sequential, вы найдете, ну, Да, вот вы найдете в есть чате. sequential, но Поставьте. есть даже целые книги, посвященные трейдингу простыми числами. Есть специальные технологии трейдинга. Вон, 3, 5, следующее 5, потом 1, раз, два, три, 4, 5. Какая вот это вот была верхняя, откуда вы потянули? Шестая. Седьмая? Седьмая. Шестая. А, у вас хайки наши, простите, У меня я хайки забыл наши. совсем. Да, простите. Шестая. Все, мы уже давным-давно посидели, пора Да, уже разбегаться. честно говоря, хочется домой. Я бы тоже показал некоторые механики, но уже, Все, честно идем к говоря, вам домой. у меня нет сил, если честно. После работы я уже сколько сижу здесь? Уже Все, не 9:30 у нас отмазывайтесь, идем времени. к вам домой. Идем, МС. Я уже давно вас зову в Москву вернуться. Да, я вернусь скоро домой, буду рад. У меня Ребят, командировка пока не закончилась, да, еще не закончилось. Ну вот, возвращайтесь. к сожалению. Ребят, всем спасибо, кто сегодня был на стриме. Еще раз извиняюсь за то, что там на некоторое время пропал звук. К сожалению, что-то было с зумом. Я прошу вас обязательно написать какие-нибудь комментарии под видео. Желательно. Нужно ли делать такие Нужные. обучалки? Не нужно. Да. Что именно вы хотите узнать? Хотите психология трейдинга? Будет. Хотите свечной анализ? Будет. Хотите, например, Гоша будет делать шортсы по теханализу или шортсы по этому, как он называется, по трейдингу или по тому, что сейчас в краткосроке происходит. Он будет делать, но вы напишите хотя бы. И не забудьте поставить лайки. Вам все равно, а нам приятно. Да, ребят, это важно, потому что тогда, по крайней мере, хоть есть интерес. Это не проект не финансовый, по крайней мере, на сегодняшний день. Да, в него никто не вкладывает деньги, и поэтому этот проект чисто такой, любительский. И важна в обратная реакция. Если ее Да, нет, мы не очень хочется, честно говоря, монетизируем безделье. Да, не очень хочется этим заниматься, потому что тратится огромное время. Вот, например, сегодня, да, условно, подготовиться еще 2,5-3 часа делать стрим просто так. Да, Хотя есть заходите к да. нам на Бусти. У вас есть Бусти теперь, покажите его. На Бусти, да, где Бусти есть? Есть Бусти. Да, заходите Есть. к нам на Бусти, подписывайтесь, Где у меня пожалуйста. подписчики? Подожди, как тут подписчиков посмотреть? Там в этот надо входить справа вверху. Вот сюда? Да, там. Мои подписки. О, это был мой Во, Бусти, а вот Бусти МСа. Заходите. да.
И Вниз здесь, пролистайте, там дофига я всего уже да, выкидываю. МС много выкидывает сюда всякой полезной информации. Что-то открытое, что-то закрытое У для... меня закрыто только одно. Интервью с этим, с Соросом. Вы у него брали или он у вас? Он пытался у меня, но и в итоге взял я у него Отлично. интервью. Такое надо Причем, закрыть. да, такое надо сразу закрыть. Да. Он сдался на первом же этом. Да, я здесь выкидываю аналитику, и когда есть время в перерывах на работе, успеваю, я просто выкидываю видение, что я вижу сейчас на графике, быстро смотрю на наши модели, смотрю, получаю подтверждение по своим индикаторам и пишу вероятности, которые я бы рассматривал в каких-то локальных сетапах. Так что можете заходить, смотреть. Тут только одна, по-моему, закрытая, остальные все открытые. Но я только недавно начал это делать. Вот на этом, наверное, все. Ребят, всем спасибо. Спасибо, кто был с нами. Вам Вот. тоже спасибо огромное, Да, вам, МС, что тоже огромное позвали. спасибо, что пришли. Наконец-то мы собрались. Часто не получается. Надеюсь, Это ребята потому что я поддержат. болею, простите меня, пожалуйста. Я уже человек не тот, который может в любой момент подсоединиться. Мне нужно сначала принять где-то кучу таблеток. И чаще всего, если вдруг вы чувствуете или видите, что я с голосом чего-то у меня, это, скорее всего, огромное давление, потому что иногда на стримы я прихожу больной. Но это опять из-за возраста, а не от того, что э, хочется там как-то сбежать со стрима. Нет, просто так бывает. Вот, всем профита, всем успешных сделок. Берегите депозит. Вот, ну, а с вами был Гоша и МС, канал IndexRate. И до новых Всем встреч. спасибо, до свидания, подписывайтесь.